Всем привет! Начинаем стрим, день 19. Продолжаем делать наш Tower Defense. Итак, мы там сломали башенки, ничего не понятно, все очень сложно, все прям уф. Давайте чинить, давайте думать, давайте делать. Значит, у нас не ставятся башенки. Здесь они ставятся, но удаляются. Соответственно, что это происходит? Давайте смотреть, что именно происходит. То есть в конце мы добавили... Что мы добавили? Добавили овнеров. То есть вот эти вот, которые отспавниваем. Теперь надо сделать, чтобы... Ну, тут себе отложить, что овнера надо назначать. Так, значит, следующее. Значит, следующее. Где у нас тавер? Тавер. Point spawner. Это не то. Тавер point. У нас вот здесь вот идет спаун, да? Давайте смотреть, что у нас происходит. Breakpoint можно было чуть пониже поставить. Ну, сейчас изменим, если что. Раз, два. Так, значит, трансформ. Трансформ создает трансформ. Set location делает. Кстати, надо вот это вот вынести перед ним. Зачем нам? Это все история, правильно? Если у нас тут беда. Если у нас нет денежек, то зачем нам постоянно set location делать? Set rotation и прочее. Вот эти вот. Так. И мы отправляемся на return. Почему мы отправляемся на return? Правильно, потому что в player info main PS у нас оказывается 0 pointer у tower point. Почему у него player info оказался 0 pointer? Потому что мы его не назначили. Это поэтому у нас init tower point. Вот он идет. Это все правильно, кстати. Это все правильно. Все тут правильно. Сейчас подумать надо, подожди. Да, все тут правильно. Так, continue делаем. Все четко. Ну, там, правда, он удаляет, значит, ставит. Интересный товарищ. Ну да ладно. Во-первых, мы эту часть перемещаем сюда. Ну, чтобы заранее все. Зачем нам, если нет средств, зачем нам получать эту всю фигню, правильно? И также мы вот эту часть тоже делаем. Это переносим сюда. А это ставим сюда. О! 100. Красота. Правильно? Правильно. Не пойму, что он криво кусок как-то. Ну да ладно. Get component location. Значит, PS у него пустой. Player start у нас запускает init tower point. Но у него нету его, потому что запускает main pawn в init player places. Player init places. Вот он есть. Он принимает только name в себя. А у меня вопрос. Товарищ main pawn. А у тебя есть уже на этот момент player data info? Вообще нет такого понятия, как player data info. Player data info есть в гейм-моде, которое вот здесь происходит. Set player data. То есть он в PS есть. И вот эта часть происходит пост-логин. А что первее произойдет? Вот это? Или вот это? Что быстрее произойдет?
что у нас main PS здесь есть. Вот мы его получили, сетовно разделали. Соответственно, мы его и передать можем сразу player data info из него же вытащив. Если он, правда, там получается до... Ну, короче, если та последовательность в начале геймод, хотя должен быть в начале геймод по логике. Это не точно. Потом уже этот... Так, ну-ка, вот это я сделаю. Угу. Ну, это печалька. То есть вначале срабатывает эта часть. И эта часть, а потом только эта часть. Оу. То есть на момент их заполнения у PS еще нет этих самых. То есть дополнительно инициализацию должен сделать еще и PS. То есть у PS будет... у него же доступ есть ко всем этим башенкам, которые отспавнивал этот... Где PS? Где PS? Вот он PS. Вот, Таверпоинт. И у него есть этот array таверсов. Он, соответственно, может получить к ним доступы, пройтись по ним. И нет player places, только не нет player places. Нас в данном случае интересует вот здесь вот set player data. То есть, когда происходит set player data, вот здесь он должен будет пройтись по всем им и запустить дополнительную инициализацию и передать player data информацию о вообще всем, что там есть. Вот такая вот история, представляете? Вот тавер. Мастер, айтем. Таверпоинт, а не мастер. Таверпоинт, айтем. И для каждого айтема, если он, конечно, есть, if item, на всякий случай, item, мы делаем init Taverpoint. Но здесь он принимает fname, а в нашем случае нас интересует немножко иная вещь. Taverpoint. Подожди, если у него нету, то нам тогда и нет Taverpoint не нужно там вызывать. Там это где? Taverpoint widget, init point widget. Привет, подскажи, где ты учился OC и как давно изучаешь? Привет, на Ютубе. Где ты учился? На Ютубе, в прямом эфире, так сказать. Вот. На практике. Почти сразу начал на практике делать все. Давно? Как давно? Ну, 1,5 года плюсы. И где-то уже... Ну, еще нету 2 лет. Хотя, подожди. Вот. Год был, ну... Короче, год и с копеечками это плюсы, и 1,5 плюс это Unreal сам. Так вот. 2 года будет в январе. Unreal тискаю. А где-то в мае будет 2 года как этот плюсы. Вот так вот. Такая вот история. Так, Taverpoint. Меня вот этот интересует, товарищ. То есть его можно проигнорировать. Вот эту часть можно проигнорировать. Вот эту часть можно проигнорировать. И вот сюда принимать fPlayer info data. Player info data. И вот я не очень... Ну, там есть name, дело в том, что... Ладно, давай вот так вот сделаем. Player
Player info. Такую вот историю. Tower point. Есть. Такая вот штучка-дрючка. Там нейм у него уже залетает. Все окей. Но единственный момент, который меня напрягает, это таги. Давай я их пока закомментирую. Пусть пока будут напоминания. А потом, блин, какой дебил их закомментировал. Так. Значит, есть. И main PS. Вот здесь мы его вызвали и передали player data. Вот так вот. Свою. И он их заполнил. Теперь у нас не будет дырки. Кстати, вот это вот беда. Так вот делать это беда. Так не надо делать. Так, F7. Ждем. И по код стайлу. Вот это вот все. Инфодата. Некрасиво, ибо. Где еще? Тут. Тут. Все. Теперь красиво все. 5. Запускаемся. Надо сразу в Tower Point сюда шлепнуть этот breakpoint. Понимали, все окей с ним или не окей. Мама. Ну, отлично, теперь вообще ничего не работает. Теперь даже клик не работает. Это однако, успех. Так, почему клик не работает? И не Tower Point. Player Data. Да? Ну-ка, гейммод. Я-то его не вызываю здесь, он пустой сейчас. Ты понял, да? Я же-то его здесь-то не вызвал. Play... нет. Стоять. Set player data. Player PS, set player data. Вот он вызывает этот самый init tower point. У айтемов вот этих всех. Вот он вызвал, у него 72 тавера. Continue. Так, ну, товарищ. А второй? А таймер? Вообще все сломал. Прикольно. Давай еще разок. Вот первый попал. Main PC. Это у нас кто? Это у первого. У первого он работает. То есть у него 72. Continue делаем. Вот второй пошел. Empty. Опля. Опля. Опля, опля. Empty. Вот поэтому ничего не назначено. У того работает, у того не работает. Так, почему он empty? Давай думать, смотреть. Почему он empty? Это Tower Points у нас есть, правильно? Спаунер вот этот. Это Tower Points происходит.
так сделаем и вот так сделаем. Continue. Закрываем. Play. Add Tower Points. Вот, он добавляет их первыми. То есть он его... Привет, спам Гидра. Add Tower Point. Давай вот сюда вот поставим его. Второй загружается. Вот, второй прошелся. Мы нажимаем Continue, и мы вылетаем именно вот сюда, вот Set Player. Но... Продолжаем рубрику «Украинские мемы». Молодец. Допитуй Гуцула, туві вкрали гроші. Нині я у вас алібі. А що то таке? Ну вас хтось бачив у той час, коли пропали гроші. Слава Богу, ніхто. Нихто. Да, спам Гидра. Слушай, а тебе в школу не надо сегодня? Или как? Или вообще? Так, вот он Таверс отловил первого. Continue Таверс второго. То есть Таверсы вначале создаются, но они нифига не создаются. Давай еще раз сюда хочу попасть. Сюда еще раз хочу попасть, что-то посмотреть. Посмотреть. Сказать еще мем. Да не надо. Ты лучше скажи, что ты не в школе. Или ты в школе? Там всем классом смотрите. C0. C0, да? Components Array нам 36. Привет, как продвигается? О. Кабачки снова по полю бегают. Привет, да, привет. Продвигается, да нормально, только у меня сейчас затуп какой-то. Что-то сломал, короче. Оно все работало, я начал делать, не делал, а оно все сломалось. Теперь надо это, думать, что сломалось, еще разбираться, как это все фигня работает. Но я, кажется, начинаю понимать, как это работает. Песню. Components Array. Это норма. Это норма, да. Это хорошо. Scene Component. Tire F Player Name у него есть. Player... А зачем нам Player Name здесь? Чтобы сюда передать. Наливай куме горилки стаканчик, бегая по полю весело кабанчик. Кабачек. Кабачки опять. Так, always spawn. Просто есть впечатление такое, что он все к первому добавляет. Сейчас. Здорово, доброго денечка, доброго стринчанского. Здорово, спасибо. Понадобится сегодня очень тяжелый день. Надо разобраться, все починить и продолжить путь воина. Так. Рэй. Короче, есть впечатление, что он их берет для этого же. Смотри. Мы опять же берем get first local player from controller. Вот эту вот порнографию делаем. И мы берем опять же у этого, смотри, PSC 0. То есть это вчера мы эту приколюшку сделали же, правильно? И тот же самый 0 мы одному и тому же назначаем. То есть главному. Вот в чем прикол. Think about it. Подожди. А вот этот get owner, это кто вообще? Get owner. В данном случае. Гуцул дивиться на туристів у Карпатах. Її одівізнов москалі в горі поперлися, а шо?
Та хай бійшлі, альо шо ж вони за фотокамерами вони ж тут ведмедя злякають. Set owner. А кто такой owner? Это ж player object pointer actor. Owner у него назначен. Это в любом случае актор идет. То есть мы можем сделать get owner. Да, а main PS, что ли? А main PS? Или нифига мы не можем так сделать? Потому что мы-то PS передаем в Овнера. Что хранит он его как в этом... Это такое дело. Ну... Что я могу сказать? Пробуем. Брейкпоинт там стоит, все правильно у нас. Особенно я люблю такие фишки, когда, ну вот, он получил его, то есть он все четко его получил, player state, да, то есть мы из GetOvner можем достать player state. Вот, все, то есть окей. Воу-воу, что за куличики? Без понятия. Так. С0. Это нулевой. Сейчас единичку, пожалуйста. Давай единичку. Есть контакт. Вот теперь все отлично. Есть контакт. Есть контакт, это хорошо. Смотрим. Что, починилось, нет? Так. Вот. Вот. Пошел. Прогресс, смотри. Есть. Все, окей. Парам овн. Ага, все правильно, да. То есть мы уже задали сразу в парам овнера, да? То есть он уже там и все сделает при спавне. Мы не прописывали set owner. Так, походу он ее заспавнил. Он ничего не заспавнил. Так, init tiver... нет, подожди, еще раз давай. Там tiver implementation. Теперь с тавером надо разобраться. Сидять якость два голове, один Сюда на голове, хочу. другий на голове, голова йому каже, голова болить, голова, еще свит голови. Что-то какая-то голова там. Ты не ответил на вопрос. Ты будешь отвечать на вопрос, почему ты не в школе или нет? Если не ответить на этот вопрос, бан можно получить. В мені не мій друг, я йому говорю, що купите, а він мені не вибачте, а що відбувається, це мій не мій друг, так ваше. Все, если следующее сообщение не ответ на вопрос, то все, сразу бан. А насколько, не скажу, я рандомно там выберу из представленных. От 1 секунды до 14 дней. Там посмотрим, сколько будет. Так. Стоит. Погнали теперь разбираться, почему он его не заспавнил. Вот. Игнор. Угу. Но это не имеет смысла, потому что это на сервере запускается тавермастер. Так, ну я увидел. Були два безногих ніколи не вставали, Так, коли давай не вот так. обрізали ноги, Оп, встав, бля. переставав. Максимальний сміх. Ті брава брів, і брівно брів вібрав, і Я збрів. предупреждал.
Значит, он проверяет Tower Data, все есть. Но он улетает сюда. Потому что get stats AS. Помойка, что ли? Или как? Значит, Tower DA не помойка. Tower DA есть. Значит, get stat AS он не смог получить. Он не смог получить этот 0 pointer, да. Find component by class. Ауф. 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 Так. Вопрос, однако, тогда. Почему? За что ты меня забананил? Забананил? Но я же тебе сказал, если ты не ответишь на вопрос в следующем сообщении, не в школе, а будешь дальше спамить, я тебе бан дам. Вот так вот. Ой, это что-то новенькое, 0-0 что-то. Такого еще не было. А, не, подожди, был. Был 0-0, был 0-12, был. Какие еще есть там? Будем проверять. Забананил. Так, почему нету компоненты? Компоненты почему-то нету. Почему нет компоненты? Не-не-не, мы сюда вернемся еще. Вот это не имеет смысла, так как в Тавермастере мы вот этого товарища init Tower делаем на сервере, поэтому это не имеет смысла. Какой был вопрос? Я просто писал сообщение и не слышал. Да-д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 а. Ты ж, по идее, в школе должен быть. Ты чё такой активный? Почему не в школе? А? Так. Подожди, а ты же этот, получается, как там их называют? Ну, вот это поколение iPad Kid, что ли? Это же это оно или не? Или как у вас там? Find component by class — это создание компонента. Нет, это поиск его. Так, у нас перемена, не знаю, сколько она будет, но надеюсь, на урок успею. Что-то уже долго идет. Ну, если перемена, окей. Но это не значит, что если ты ответил на этот, можно дальше спамить. Так. А поиск где? Среди компонентов. В данном случае... Сори, если очевидные вещи, спрашиваю ХД. Да не, ну как, очевидные, но мне не впадло ответить. Вот здесь вот у тебя есть компоненты твои. Но это я наглядно показываю. Вот. И он среди этих компонентов будет находить тот, который тебе надо. Подожди. Оу. А я знаю, почему у нас оно его не нашло. Оу. Мы его не добавили. Так. Вот этот Тавермастер мы же новый создали. А у меня же он по этому делает. Stats. Подожди, а разве не BP? BP Tower. Хе-хе. Stat Actor компонент. Вот. И он среди вот этих вот будет искать. Он найдет вот этого товарища. И... Короче, я создал сервер в Муникруфте, называется Dolus PvP, создал спаун, не доделал, и PPP режим в разработке. О, но мы все ждем, особенно Дендеракл. Но его сейчас еще нету, да, на стриме. Но он придет, он очень сильно обрадуется. Он полистает этот самый, как его, чат. Если ты бан, конечно, не слышишь. Он полистает чат и увидит это сообщение и очень сильно обрадуется и будет ждать. Так, я перезапущу на всякий случай. Перезапущу, я говорю. Так вот. Короче, тут смысл в том, что я хочу, чтобы компонента, почему именно find здесь сделана, а не я ее создал в конструкторе. Я хочу, чтобы это была блюпринтовая именно, то есть, чтобы была возможность, я ее никогда не навешу, скорее всего, с вероятностью
в 99,9 периоде я никогда туда не залезу и не буду там какую-то логику в блюпринтах делать. Но я хочу, чтобы она была блюпринтовой. Это компонента, актор компонент этот. Но я хочу еще и доступ к ней получить. И чтобы получить доступ, но постоянно не спрашивать вот этот, не пробегаться по всему списку, не делать приведение типов для этих компонент, я просто-напросто вот такую вот фишку записываю. У меня есть метод getStatAS. То есть он мой указатель, который я заполучил, спрашивает. Если там ничего нет, он пытается найти и возвращает этот результат. Если там уже что-то есть, он сразу этот возвращает, и все. Вот это таким образом у меня блюпринтовая компонента, с которой я работаю в плюсах. Вот такая вот история. Так, что, мы запускаемся, что это самое, туда-сюда, туда-сюда и запустились. Вот почему они отвалились, вы поняли? Понимаете? Нет, ну вы понимаете? Но самое интересное, что они до этого тоже работали. А, не, подожди, как раз-то, когда мы новые начали делать, вот эти вот, он их ставил, но он их не удалял. Они оставались. Можешь подсказать ресурсы, по которым ты Руси изучал? Ну или свой топ назвать ресурсов. Можешь подсказать ресурсы, по которым ты изучал? То есть из блюпринтов ты бы по имени к ней обратился, а из плюсов нельзя? Ну, по имени, ты можешь по имени, но нет, ты не можешь по имени. Пока что максимальное количество игроков там Так, 50, но я над этим на работаю, ресурсы. моды на Forge еще не искал, и не Плюсы использовал так, что Плюсы это просто Simple Code, месяца не там будет. 200 с лишним видео, просто вообще кайфовая история, но там чистые плюсы. А по блюпринтам, ну как вообще с Unreal ознакомливаться, это тяжело. Я мог, конечно, посоветовать всякие, но там они больше дурному учат, чем чему-то хорошему. Короче, поэтому не буду советовать. Тут сложно, тут надо просто открывать и надеяться, что попадешь на что-то хорошее. Ну, можно себя еще посоветовать. Себя посоветовать, то есть вот эти вот... Я делал там часть гайдов как раз-таки C++ в контексте Unreal, там некоторые вещи реализовывал и объяснял, почему так, не иначе. Вот. Там есть плейлист. Несложно учить по доу. Ну да. Сервер работает только на 1,9 Кардакмас. Ой, это важная информация, мы сейчас запишем ее обязательно. Так. Оп. Так. Вот. Вот, башенка построилась. Башенка не построилась. Башенка 2 раза сюда построилась почему-то. Так, это из-за брейкпоинта или из-за того, что что-то сломалось? Дальше. Еще раз ставим Gold. 5 монеток забрали. Ставим Poison. 5. Ага, и здесь поставились. Но не удалились. Угу. Что переработал с первых набросков проекта? Ой, да уже дофига всего. Rock of Ages 2. Rock of Ages 2. Не знаю, что это. Так, они стреляют. О, и они теперь убивают. О, мы починили. О, почти полностью починили. Я не фанат BP и делал проекты на 99% и C1 BP, проходил курс Юрия Попова, Enigma Tutorials, ну и твои видео смотрю. Вот еще годные ресурсы. Ну, если ты уже вот это все... Ну, так, давай по порядку. BP, я тоже не фанат BP, у меня тоже 99,9 в периоде это плюсы. Вот. По поводу... Если ты уже проходил курс, то тебе надо что-то начинать свое делать, а чтобы осознать плюсы, именно понимать, что ты делаешь, то возьми короче, вот Simple Code, начинай делать какой-то свой проект, ну, то есть реализация хотя бы не просто проект, там не надо вот сюжет в помойку,
дизайн в помойку, все в помойку. Если ты как программист, именно займись реализацией механик. То есть механики есть, болванчики бегают без анимации, без ничего. Ну, потом анимации уже прикрутишь, если дальше и прочее. Как там? Вот надо зайти и посмотреть. Команда. Вот зайти надо в этот и Старый, посмотреть. ну чё ты? Так вот, механики, и параллельно, пока реализуешь этот, посматривай виду, ну не в смысле на втором экране, а в смысле там реализовываешь что-то через плюсы, да, делаешь там условную дверь, грубо говоря, да, там. И потом там на следующий день или через час или прочее делаешь, смотришь что-то simple кода, чтобы понимать вообще, как что в плюсах устроено. И вот это прям вообще кайф. Я фанат BP. Фу, осуждаем. Осуждаем. Шикарная вещь. Осуждаем. А я фанат BP, возможно, по неопытности ХД. Ну, BP, они же, ну как? Это чё за челик был около тебя? Челик, это команды. Удобнее, быстрее, чище. Чище, вряд ли чище. Чище нет. Быстрее, смотря о какой скорости идет речь. Удобнее. Но это удобнее тоже, смотря о чем идет речь. Быстрее, если с точки зрения скорости работы именно с ними. Ну, то есть, как ты, вот у тебя есть идея, реализация и как бы результат. Разработка, скорость. А если с точки зрения работы именно как у тебя программа будет работать? Не BP нифига не быстрее, но тема приколдесная. Не, я тут... А мне пофиг, я фанат Си. Арфа. Куда ты его знаешь? Спамгидра. Так вот, если с точки зрения вот есть идея, ее реализация механики какой-то и результат, BP будет быстрее. То есть там механику тупо быстрее, потому что пока ты делаешь механику, в плюсах ты сидишь, ждешь, пока у тебя класс создастся. Выстраивать архитектуру. Нет, ни в коем случае, нет. Архитектура на BP это прям, это ужас, это фу, осуждаем такое. А вот с точки зрения скорости работы, плюсы, ну тут, ребят, Ну пока из речь? проектов это чтение бинарника EGDD, GIS координат и построение через процедурный межрельефа запрос в OpenStreetMap для чанка карты. Была проблема с построением колли CI. Около 10 FPS, D. Да. Не. Ну вот, занимаешься, ищешь решением этого всего, и параллельно simple код, и будет тебе счастье. Ну а дальше что? А дальше ну, строгая практика, и все. Такие больше прикладные по симам задачи. Угу. Блюпринты не могут быть лучше плюсов по одной простой причине. Сейчас финальная такая мысль. Что блюпринты, у них меньше возможностей и меньше свободы, чем в плюсах. Вот. Но это моя позиция, и все. Точка. Там, где меньше контроля, меньше возможностей, это уже априори хуже для меня. Так. BP не может быть лучше плюсов, по крайней мере у тебя конкурентные преимущества на рынке по сравнению с плюсовиком никакие. А чистые BP я вообще ни разу не видел, чтобы искали кого-то чистые блюпринты. Нам нужен программист блюпринт. Не видел. Ну, может, слепой. Тут как бы. C-Sharp. А C-Sharp вообще ламерский. Он такой. C++ он такой ламерский. Он прям, я не могу. Он прям как-то, если я еще помню правильно интерпретацию слова ламера. Но, тем не менее, он там такое, короче.
7 лет на Unity, спасибо, что есть Тём. Unity тоже он со своими приколами. Так, у нас не удаляются эти самые. Это значит TowerPoint, вот этот вот. И нет, Tower, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я хочу сюда. Вот здесь что-то происходит. И я хочу знать, что именно здесь происходит. Я хочу знать, что здесь происходит. Но Unity, он более пустой, то есть, ну как, там нет какой-то архитектуры, что ли, в плане... Ну, тут, допустим, я там ознакомился, конечно, с Unity так, но нет такого, что, типа, у тебя есть гейм-моды, там какие-нибудь контроллеры, вот эта вот вся история, вот они строго там уже создаются, уже есть, там вот это вот то, вот это все, тебе надо наследоваться, там какие-то шлепаешь эти скрипты друг на дружку и... Да есть проблемы на Unity, но если говорить не о больших проектах, то Unity. Static Mesh Component Set Visibility. Изменить под реалии таблички, но это потом. То есть VC Toggle он запускает, но он его не запустил. То есть он его запустил, но он его не запустил. А знаете, почему он его запустил, но не запустил? То есть вот мы нажали, но он его не изменил. А знаете почему? Я, кажется, знаю почему. Но это не точно. Это тоже не точно. О-о-о. Вот он, TowerPoint. Static Mesh Component. Вот этот виджет компонент и... Unity проект — это чистый макет. Все почти с нуля. Из коробки Unity просто не приспособлен работать адекватно с большими ресурсами. 4 копейки текстуры или высокополигональные меши. Проект VR собирался 9 часов. Где 9? Где 9? Ну тут, справедливости ради, я тоже могу сделать так, что мой проект собирался на Unity, на Unreal тоже 9 часов. Это запустить его на очень стареньком компьютере, который еле-еле душа в теле, на каком-нибудь HDD. Что-нибудь там еще такое сделать. А что у тебя? Слабый процессор, слабый этот самый и жесткий диск максимально уже убитый, чтобы у него скорость там в 2 раза меньше была. И все, и будет фигачить только в путь. 12 поколения был. 9, это успех, нет, но это успех, все, это успех, это успех. SSD. 9 часов это успех. Даже я помню, когда я собирал вот этот FPS, свой проект предыдущий, он у меня был на... Он-то на SSD был, но SSD вынесен через... на док-станцию, короче, или как эти штуки называются. И она подключена была через USB 2. Даже не 3, не, Gen 3, не, подожди, USB 3, Gen 1, вот так вот. Там скорость урезанная, короче. В общем, он был как HDD. И это просто кайф. Это минут 20, где-то 30 вот это он собирался. Это прям кайфовая история. Ладно, не об этом. Что я хотел сказать, что я хотел сделать? У нас есть вот эти вот... Трудно начать писать на плюсах в Unreal Engine. Ну, самое трудное это просто взять, начать. Взять, начать, взять что-то придумать, чтобы что-то делать. Вот это самое трудное. Все остальное это наживное. Ну так i5 и 1050 Ti не будет хорошо работать с OU5, а OU4 не очень, но можно. Ну так делай 4, зачем тебе этот? 4 нормально будет, и чё? Особенно зависит от этого. Я помню, собирал под свежий SDK Android 34 на OU4,27. Время 5 утра, 35 вкладка в гугле, повсюду пустые от кола бутылки. Я сижу в ахере с надписью Build Success. Ди. Вот это тот, когда build success, это просто, когда он так пим-пим, это вообще, Это прям, это вообще кайф.
Каждый день одни и те же споры и вопросы. Ничего не меняется? Ну, типа того, да. Ну, а как еще? Как иначе? А, кстати, Дейс, Когда появится ПК, тогда буду уже и выбирать Unity или ты же не видел, не был. Мы же там каст тестили. Каст тестили. Это по поводу вечных вопросов. Каст или интерфейс. Мы каст потестили на интерфейс и каст на класс. В каком-то видео есть, я там в начале тестил, в каком-то стриме. Так и как? Так и как? Ну а как ты думаешь, что быстрее будет? Каст на класс или каст на интерфейс? Ну, это, кстати, как его, последний гвоздь в крышку гроба одного из этих способов. Ну, типа, пока я не спойлерю. Либо интерфейса, либо этого. Либо каст на класс. Короче, вот такая вот история. Вопрос. Как ты думаешь, кто оказался быстрее? Ну, я создал циклы, короче, то есть и время подсчитывал, сколько заняло время там 1000 раз, по-моему, сделать каст на интерфейс и 1000 раз на этот самый интерфейс быстрее. Не, нифига. В 1,5-2,5 раза каст на класс быстрее, чем интерфейс. Ну, там зависит, там же разные вот эти вот, то есть там разное время, но приблизительно где-то от 1,5 до 2,5 раз каст на класс быстрее, чем каст на интерфейс. Это все, это просто, это, ну, это привет. Это привет, так. C-Code самый отбитый среди Pocket Code Godot Unity EU. Возможно. Так вот, что нам надо? Нам надо, чтобы наш вот этот виджет-компонент был replicated, по всей видимости, и был этот самый, как его, static mesh компонент тоже replicated. Только я не помню, как компонент. У него же не просто replicated. Мы же не делаем одинаковый нейминг, правильно? Is replicated. Get is replicated. А ну-ка, я посмотрю, что ты там меняешь. Be replicates. Угу. Тихо. Be replicates. То есть все-таки то же самое. Ну там типа реальная задача была. Или в вакууме. Ну, мне надо было... У меня соприкасалось с... Projectile летел, и он соприкасался с врагом. И была... Какая смысл в чем? Либо к врагу привязать интерфейс и наносить ему урон через интерфейс. Это очень круто писать утилиты для обращения к нативному слою iOS на Object-C Podou. Вставляешь сам код на нем в Vectus и в Platform iOS. И все работает. Помнишь? Игра сделай так же только. Tower Defense. Молодец. Может быть, сделаю. Replicated. True. ОП вышла из чата. Да, ОП вышла из чата. Так вот, там была как его, задача. Вот летит projectile, он касается enemy, и нанесение урона вот с enemy через интерфейс сделать, либо просто на сам класс шлепнуть, на enemy класс. Привести вот этот other actor, не из него вытащить интерфейс, а просто каст на класс. И вот в цикл просто загнать его, чтобы он там 1000 раз сделал каст на интерфейс, и потом он 1000 раз на этот самый, на класс. Ну и там время вот того цикла записал, я там сделал макрос. Потом приду. У меня есть, который время записывает начальное до и начальное после. И, короче, интерфейсы сосут. Вот. Так, set replicated. Set is replicated. Чего? Set is replicated. А не set replicated. А какой каст на интерфейсе? Будто ты их не так используешь. Ну, в смысле, ты создаешь интерфейс. И что-то там. И ты делаешь каст интерфейс. И все. Ну, как, в смысле, каст. Прописываешь этот и
ну, свой интерфейс, и что-то там у тебя идет. А как не так используешь? Как ты их используешь? А как ты их используешь? Не так используешь. Виджет. Мы там расковыряли еще внутренность. Ну как расковыряли? Посмотрели, что именно там внутри происходит. Там просто лишние проверки происходят. Из-за этого это медленнее. Setup attachment. Setup attachment. Set is replicated. Ужас. Ужас. Ужасный ужас. Мне не нравится. Так. Это и так вроде понятно, что чем больше проверок, тем дольше. Зависит от самих проверок. Там-то я не смотрел, что там за проверки, но смысл в том, что у тебя может быть 3 мелкие проверки, а может быть одна большая проверка, которая гоняет какой-нибудь цикл на миллион элементов. Словно, что-то там типа такого. Ну, в общем, интерфейс сосет. Так, но он его удаляет. Он виджет единственное, что не скрывает. Это меня печалит. Эти он удаляет, все окей. Компонент он саму нам не скрыл. Но он хотя бы эти сделал. Это уже успех. Это уже успех. Пиу-пиу-пиу-пиу. Красиво, все четко. Смотря какие проверки, и есть ли возможность их распараллелить, но это в общем случае. Ну, типа того. Ну, короче, в общем, каст на суть сей басни такова. Каст на интерфейсы это тяжелее история, чем каст на класс. Поэтому берем, кастуем на класс и не создаем лишние интерфейсы. Вот эти вот. Когда миллион интерфейсов непонятных, фиг пойми, что где находится, где что реализуется, и не морочим себе голову. Какие-то такие истории. Что быстрее, каста или делегат? Каст или делегат? Ну, делегат у тебя, смотря какой делегат, тоже вопрос. Но к делегату тебе надо подвязаться. Дело в том, что... А чтобы подвязаться, тебе нужно цепочку какую-то пройти. Смотря какой каст, потому что... смотря какой делегат. Любой, обычный мультикаст-делегат. Какой обычный мультикаст-делегат? Потому что если динамик или просто мультикаст. Но мультикаст зависит от того, сколько в нем, опять же, элементов, потому что там массив, и он бегает по нему и ищет тот объект, у которого ты вызываешь его. Вот тут прикол как бы у тебя есть, понимаешь? Зависит от того, какой у тебя набор идет. В том прикол, что не нужно кучу интерфейсов делать. Оно же для этого и сделано, чтобы унифицировать поведение. Да, но если у тебя один класс есть, и ты в нем реализуешь один метод, то вот этой порнографией страдать, когда, ой, я не буду кастовать на этот класс, я сделаю чисто для него, только для него интерфейс, это порнография. Я вот об этом. Что, вот так вот делать не надо. То есть у тебя есть класс, какой-нибудь, тот же enemy, и тебе надо какой-то метод в нем прописать, такой, ой, я не хочу кастовать на enemy, это зло, каст зло, я буду делать интерфейс. И ты идешь и делаешь интерфейс, который реализует, в котором только один метод, только для этого enemy, и все. Вот это порнография. Это немножко неправильное использование. А вот если тебе нужно в разных классах, в которых нет общего родителя, и не может быть общего родителя, потому что множественное исследование не разрешено, нам запретили его в Unreal, то вот там как бы у тебя вариантов нет. Так.
Виджеты. Я хочу, чтобы виджеты исчезали. Чтобы исчезали виджеты. Здесь же у нас тоже все как бы работает, да? Здесь виджеты исчезают. А здесь-то они не исчезают. Мне это не нравится. Мне это не нравится. А что нам делать, чтобы нам это понравилось? Потому что виджет Components Replicate мы поставили true, но он у нас ничего не работает. О, вот это вот может быть приколюшка. Вот здесь вот виновата. Потому что вот тут вот он, скорее всего, его делает false, а потом запускает там, а там он у него всегда true. Потому что он же не это самое. А ну-ка, давай посмотрим. Давай посмотрим, как сейчас это все работает. Так, у нас здесь false залетает. False, он их всех как бы прячет. Но они там и так попрятаны все. Но это будет долго, да. Ты переделывал камеру или оставил на виджетах? Камера на виджетах. Так, вот, это мы залетели. У нас здесь true. Он их показывает. То есть все у нас окей. То мы нажимаем. Но залетает false. Все как бы окей. Бац. Ну как, камера не только на виджетах, она же на VSD еще. Так. Component tick enabled. False идет. Но тут у нас всегда... Он всегда, конечно, устанавливает автоматик. Но... Это надо убрать. Так. И false залетает. Set visibility false. Continue. Второй раз залетел. False. Два false, но потому что я мышку сейчас отвел. Блин. Я ничего не понимаю. На сервере он работает, все корректно работает. То есть он взял, поставил, все, она стоит. Здесь же у нас оп, и сам виджет стоит. А не должен стоять. А где у меня тут гейм стоит? Она меня раздражает по центру. Надо убрать ее вверх. Башенка есть. А виджет нет. В чем виджета нет? В чем здесь он работает, когда туда-сюда, то не работает. Хотя мы ему сказали уйди. Ему сказали уйди. Так, вот это вот я хочу на Begin Play перенести. Давай сюда. А, я в процессе. Вот это вот беда. Где виджет создается? Когда прячется? Должен ли он реплицироваться и т.д.? Виджет компонента. Виджет компонента создается он, когда мы нажимаем, удаляется он, когда мы нажимаем или уводим и прочее. У меня тут все отвалилось. Оно все работало, а потом бац и отвалилось. А смотри, автоматик теперь не работает. То есть его надо именно дрочить туда-сюда. Да, теперь и этот не работает. Это прекрасно. Дурацкий автоматик. Подожди, а зачем я скрыл вот этот весь тагл? А, ну да, он же через этот проходит. По-моему, вздрачивать. По-моему, его вздрачивать. Вздрачивать. Репликейт дело в том, что стоит. Он-то его на этом вызывает, хотя он не должен его на этом вызывать. Может быть,
В этом-то как раз-таки и проблема. Здесь работает все идеально, это понятно. Может быть, в этом-то как раз-таки и проблема в том, что вот эту часть мы вызываем как бы на сервере она вызывается. Нам надо ее вызывать на сервере, да? Так, а почему тогда работала? И она, может быть, работала, потому что оно и там вызывалось. А ну-ка, где у нас TowerPoint? Потому что мы перенесли ее на сервер. Может, из-за того, что на это мультикаст, но... Так виджет и не должен быть replicated. Это визуал. Серверу не обязательно знать, что игрок открыл виджет, а должен получать только действия с виджетом. Да, наверное. Но если бы кто-то был более внимательным, он бы понял, что я тут сейчас рандомно тыкаюсь и пытаюсь понять, что он как работает. А не потому, что я пытаюсь его зареплицировать. Так. Думаешь, Вот. чат G будет галлюцинировать Это мультикаст, по вопросам да, авторского но... права, если задать вопрос ему? Авторского права в плане чего? Скорее всего, не будет. Ну, потому что у них там шаблонный обычно ответ, что касается вот таких вот вещей. А что ты подразумеваешь под галлюцинированием в контексте авторского права? Ну что, типа бред давать какой-то в этом плане? Типа неправду говорить? Но обычно, не знаю, я когда его спрашивал, он что там... он говорит, что, мол, все нельзя в коммерции. А лучше прочитайте условия там на сайтах каких-то и прочее. В контексте игровой индустрии. Ну вот я только что тебе описал, как он обычно мне отвечал. Но, опять же, как ты поймешь, что он галлюцинирует? Что он скажет, мол, типа, используйте Марио, да, типа, нормально, Nintendo не против, используйте его где хотите там. Типа, мол, нормально все будет. Вот в таком плане, я думаю, вряд ли. В таком плане он будет. Не очень понятно, как это в этом. Ну, это чушь нести, да, это чушь нести, но... А что, ты игру создаешь? Значит, вернулся к созданию игры. Так. Это мы уберем тестового. Тавер на клиенте есть, а на сервере нет. Авторское право зло. Да, авторское право зло. Что значит, тавер на клиенте есть, а на сервере нет? Что значит? Или там было, что Вернуться тавер был, и хочу. там не был, подожди. Вернуться хочу. О, ну слушай, ну так это круто. А на сервере нет, да, но это мультикаст, да. О, ну, нет мультикаст, да, вот это, или как он там. Да, это вот оно, да. Сервер нет, это беда. А когда сервер, то он есть. Но у нас с виджетами беда. Так, а ну вернись. Сервер. Сервер. А куда? Дальше шутерок делать? Или как? Или что? Или куда? Есть инфа. Интересно, что делать будешь? Вообще надо, кстати, тебе голос вернуть. То все слетело. То мне непривычно как-то. Мне непривычно. Так, а ну-ка, давай настройки. Но мне не пофиг, как Аслану, на то, что будет с этим проектом после релиза. А, о, шрифт починился. А ты мод какой-то хочешь шлепать? Ну, если моды, то ты их не можешь продавать. Там по авторскому праву не очень. Я не знаю, кто разрешает моды продавать. Типа... Где тут это? Дудя. Так,
Здесь я лайфкодинг сделал вроде как. Я не мод хочу, а ремастер. А ремастер. Ну, если продавать, то ремастер там беда. Там он, короче... Одно известной в узких кругах игры. Ремастер игры, очень известный в узких кругах. Ну, Марио, что этот самый, как его... Короче, конторы не любят, если ты собираешься именно продавать ремастеры и прочее, не, это на бутылку. Они будут пытаться стянуть бабки, заблокировать, на бутылку посадить, если ты что-то заработал и в юрисдикции, так сказать. Либо переосмысление. Вот. Если переосмысление прям все поменять и без намеков, условно, там имена заменить, визуально все это изменить, что-то повторить, там, конечно, можно будет. Но это, опять же, проконсультируйтесь с вашим лечащим юристом. Вот как-то так. Так, вот этот параша есть, но меня виджет напрягает. А ну-ка, ГПТ, да я тебе задам вопросик. Вот насколько нужно изменять вопрос. Вот это можно спросить у ГПТ и накинуть еще 5%. Ну, то есть, если он скажет условно 60%, 65 думай и 65 меняй. Я думаю, нормально будет. Так. Если говорит 70, 75. Если говорит там 10, вот 10 я бы поспорил. 10 вряд ли. Это он уже фигню несет. 10 это явно не туда. Так. Еще можно спросить у разных, там, у ГПТ, у Геминая, у Грока, у Дипсика, кто там, у Microsoft, как он там называется? Copilot? Или нет? Не помню. Ну, короче, в общем, у них у всех спросить и что-то среднее взять и накинуть вот эти 5%. Так, а ну-ка, дай-ка я... Палворл бы поспорил на 65%. Квен забыл. Квен? В смысле? Палворл бы поспорил на 65%. Так, а что у них? У них... Ну, это Nintendo со своими... Это же Nintendo, подожди, покемонами или кто там? Или не Nintendo покемонами? Ну, короче, там же покемоны, вот эта вся история... Очень похожи, все дела. Так они же, по-моему, ничего и не добились. Они же ничего не отсудили, у них ничего нету. То есть суд все-таки стал на сторону Палворда. Это не точно. Я не помню. Да и по справедливости ради, там не совсем как бы 65%, там они на покемонов похожи, ну, там может 30% изменения у них есть, ну, объективно. Понимаешь, если дать Пикачу пушку, это не значит, что ты 65% добавил. Ты Пикачу не изменил, ты просто дал ему пушку, условно. Понимаешь? Там же есть желтый чувачок толстый, только с пулеметом, который, по-моему, тоже молния фигачит. Он выглядит как просто откормившийся Пикачу с пулеметом. Все. Это не 65%, там с натяжкой 30% можно дать. Но тем не менее, я не знаю, их же не закрыли, не закрыли. Palworld есть. Если не закрыли, Там значит... Вёскин, а с покемонов лишь было то, что шариком ловили. Ну вот, и вот эта вот часть. Но там же и не закрыли, значит, как бы суд послал Nintendo нафиг. Это же Nintendo, я ничего не путаю. Да Nintendo. Да, Nintendo. Ну вот, ну их же послали, получается, если не изменили ничего. Ну так вот и все. Вот как бы вот так вот. Прецедент, все дела. Но это зависит от суда, зависит от этих самых. Ну, короче, если... На самом деле очень простая есть этот самый. Смотрите, если ваш ремастер, Им пришлось убрать фишку с тем, что они ловили шариком. Им пришлось убрать такие. О как. Че, кубиком теперь лучше, что ли? Смотрите, если у вас переосмысление, либо ремастеры, либо вы полностью один в один делаете мод или еще что-нибудь, если оно заработает, ну, как много людей о нем узнает, и вы начнете зарабатывать бабки, к вам придут. Привет. Даже если вы мало что-то это самое, к вам придут.
Если вы ничего не зарабатываете, к вам никто ничего не придет, вам ничего никто не скажет. Вопрос в бабле. Если у вас там бабки водятся, они там есть в вашем проекте этом, значит, ждите гостей. Если там даже и 10% что-то повторяется, и вероятность к тому, что к вам докопаются, чем больше бабла вы заработаете на этом, тем выше вероятность, что к вам, приставать будут. Вот, поэтому такие Что вот за дела. гости? Гости, всякие там судебные гости, там судья придет к тебе и скажет, молотком тебе по голове, да, скажет. Кто будет приставать? То есть, если free-to-play, но лям игроков, то все норм. Free-to-play, ты ж бабки с этого Судья, лутаешь. Если ты бабки с этого лутаешь, то да, они не ходят по не гостям. норм. Не ходят по гостям. Судья приходит и молотком бьет. Что, не так разве? Сразу. Там вот вмятина остается в виде приговора. Free-to-play, За лутание бабок и неуплату налогов. Придет только налоговая, и то вряд ли. Free-to-play бесплатно. не, free-to-play это не равно бесплатно. Есть де-факто и де-юре. Де-юре да, де-факто нет. Фига ты усы вырастил, а кто придет еще не знаешь. Да. Так вот, если ты делаешь, там единственное, что тебе могут попросить убрать, это если ты там, могут попросить Bullshit убрать. free-to-play. А сколько тебе лет, если не секрет? О, секрет, это страшная тайна. 16. Не просто так говорят, я не настолько богат, чтобы играть во free-to-play. Да, вот именно. Free-to-play это тот самый еще пример, где де-факто есть и есть де-юре. Ну ты не седой, скорее всего тебе до 30. Не седой, это усы надо поближе показать. Ну или свою башку. Ну да ладно, так. Ugh. Brother, ugh. What's that? What's that, brother? Старый, ну чё ты? Прекращай спамить. Блядь, а? Что такое случилось с тобой? Клим Санычу 48 лет, это не секрет, бро. Видеокарта 4060 Ti 8 ГБ, процессор Ryzen 7 97X 64 ГБ, оперативной памяти DDR5. Здоров, как делы? Ахахахаха. Здоров, делаю хорошо, делаю хорошо. А чё, ахахаха? Я ее заспамлю. Кого ты Шаман, заспавнишь? Не надо спамнить, Флинт, потому что, такие... Предел-то Видеокарта есть. 4060 Ti Можно и бан 8 получить ГБ, на процессор время. Ryzen 7 97X 64 ГБ, оперативной памяти DDR5. Привет, Аслан. То есть... 30 секунд влепил, вот это ты мощно, Тифалер, конечно, дал. Ну, хоть бы 10, или там не было 10. Почему просто не в описании поставить? А что в описании не поставить? Не спам? Или комп поставить. Потому что комп был не только на Твиче, меня же спрашивают о компе. Это еще с тиктоковских времен пришло. То есть мы вот так вот можем сделать, да? Угу. Значит, так вот мы можем сделать. Комп остался с тиктоковских времен, потому что в тиктоке ты не добавишь это самое. Там спрашивали люди постоянно о компе. Было добавлено комп. Ну и плюс это как-то необычно. Просто как-то необычно. Так. А что случилось с ТикТоком?
Он в помойку пошел. 4060 Ti 8 гигабайт, процессор Ryzen 7 97X, 64 гигабайт, оперативной памяти DDR5. Он пошел в помойку. Кстати, он. Ну, смысла в нем не было. Он там, ну, короче. А насколько развит был ТикТок? Не жалко было в помойку его бросать? Просто идеальная команда потроллить стримера. Не, ну, стримера троллить можно, но как бы стример-то тоже может троллить, баны раздавать. Ну, так что всего-то есть предел. По поводу развит ТикТок, да, что там развит ТикТок? Там 600 или 700 подписчиков было, но это тиктоковские подписчики, они как бы есть, но их как бы нет. Или 700, что-то типа такого. Он собирал от 150 до 200 просмотров на каждом видео, а на стримах включаешь, там набегает от 2 до 20 человек. Если что, так волной. узнал о шутере из ТТ. Из ТикТока? Нифига себе. Так вот, от там 2 условных до... Шутер Диаблоид про бесконечный фарм и совершенствование персонажа. Это же в прошлом, все. Ну на Твиче, по-моему, примерно то же самое. Да, но смотри, от 2 до 20 у тебя волной набегает, и потом через пару минут у тебя 0. Полностью 0. Все. Ничего нет, больше там никто не приходит. Потому что там тебе, короче, оно постоянно этом показывает, кто зашел, кто вышел. Там даже никто не зашел, там то, что это самое. Ну ладно, иногда бывает там вот это вот зашел, сразу бам, вышел, ну вот это вот листают же. То есть, как бы, короче, не стоило усилий вообще. И для ТикТока, кажется, 150-200 просмотров это много, там, ну это на самом деле много, но для ТикТока это ни о чем. Это считай 0. Это то же самое, что в Ютубе выпустить видео на 2 просмотра. Ну да, и ТикТок постоянно мне выдавал: у вас неприемлемый контент, там котики, короче, там сигареты, бухло. Никак не избавишься от него. ТТ очень хорош для узнаваемости. Ну да, но это никогда 200 просмотров. Ну ладно, там одно видео залетело, это где вот это вот, что делать, когда обосрался, вот это вот, на 5000 просмотров. Но это такое. Ну, в общем, может быть, потом когда-нибудь новый аккаунт. И посмотрим, что-нибудь получится, нет. Икра, молодец. Лутер-шутер Диаблоид про бесконечный фарм и совершенствование персонажа. А какая цель на Твиче? Да, на Твиче вообще нет. Это у меня нет каких-то целей. На Твиче или на Ютубе, на том же я делаю. Из разряда. Моя цель последняя закончилась как получение 1000 подписчиков на Ютубе. Я хотел получить партнерку. Ну, вообще посмотреть, что это такое. Можно было, я понимаю, что можно было открыть видос и узнать у кого-то другого. Я хотел у себя получить, я люблю, когда, ну, на практике, короче, все, а не просто узнать от кого-то. И вот я как бы все там начал это все делать, там, с горем пополам, туда-сюда, короче. И началась там реклама, я такой, вау, там расставлять рекламу, там прикольно. А потом я забил болт, уже он там сам расставляет ее. Новая цель 1 миллион подписчиков. Да. Было интересно посмотреть, что ж там будет по баблу. Вот. И потом, когда я увидел, что там по баблу, все, цели мои закончились, я понял, я типа делаю дальше, просто по-своему иду, и как бы... Окей, понятно, все. Так, одну секунду. Тестим. О! Ну это не О, потому что он ничего не построил. О, как.
О как. Поняли? За 1 миллион подписок ты будешь получать 0,95 за 4 часа стрима с комиссией 40. Донаты на Твиче больше принесли, чем за все время на Ютубе. Ну, у меня больше донатов не на Твиче, а человек с Ютуба, там, топ-донатер мой, есть, не скажу. Но, ну, типа, сколько там получилось, ну, короче. Я могу сказать, сколько с Ютуба. Вот прямо сейчас открыть и сказать, сколько с Ютуба получилось. Вот вам интересно? Ну, как вы думаете, сколько Ютуб? Вот, мне дали, по-моему, в апреле ее. То есть у меня 1000 подписчиков, и я ее это все подключил вот с апреля. Как вы думаете, с апреля сколько? Сколько с апреля? Выключай медленный режим. Или пойду на YouTube. Это не я его включал, не мне отключать. Если есть возможность, пусть дефолдер поставит на 10 секунд. Ну или 5 инквизитор. баксов. 5 баксов? Не, побольше. На пачку Доритос хватит. 120. Иди. 120. 120. Фадер, ну это самое, верни на место. Этот самый. YouTube. Верни, ну, на что-нибудь Я на адекватное. 620 как-то. Ну да, типа 5 хотя бы. Так вот. Режим выключай. 120 рублей. 120. Я не знаю, сколько это в долларах. С чего ты взял, что я знаю, сколько это в долларах? Мне это в долларах здесь показывает. Короче, с апреля заработок составил, только не упадайте в обморок от этих миллионов, 9 баксов, 55 центов. А вывести их можно, по-моему, только когда 10 накопится. 5 секунд много. Только когда 10 накопится, и это без учета комиссий, без учета налогов, без учета всего 10 баксов будет. Обрубили свободу слова. Ужас. Да, обрубили не свободу, а как его, пропускную способность свободы слова. Вот так вот. Это новый термин. Новый термин, короче. Пропускная способность свободы слова. Как там? ПСС. Свободы слова. Пропускная свобода. Диктатор. Да. Фу. На крипту кидай без налогов. Ну там комиссии все равно у тебя будет, да, без налогов. А скрипты ты куда выведешь? На карточку. А карточка это какая у тебя банк? Банк тебе что скажет, когда у тебя бабки это? Ну, за 10 баксов тебе банк, конечно, ничего не скажет. Но... Тем более он тебе не даст вывести. С Ютубом там немножко не так. Там надо банковский счет именно и этот самый... Обменники есть. Обменники есть, но там тоже свои. Ну, я понимаю, что там меньше, чем налоги будут, но там все равно комиссии все. Вы же понимаете, что это все не бесплатно. То есть 10 баксов вы не увидите. Вы не увидите. В лучшем случае, наверное, там будет, если с 10 баксов, 7 баксов. В лучшем случае. В лучшем случае там 7 баксов будет. Так вот, YouTube, он же хочет банковский счет. Он тебе не кинет на криптовых. Он тебе кинет на банковский счет. Если тебе приходит на банковский счет, то банк рано или поздно тебе спросит. Типа, бабки-то откуда, дружок? Друг, товарищ. Бабки откуда? Вот. Че я молнию все ставлю? Или они все синие? Подожди, у меня денег нет на новую. Откуда бабки? Что ты скажешь? Да, это там, ну, понимаете, ну, короче, не трогайте, отдайте деньги. То есть, если занес в крипту свои 100 баксов, понял, крипто не моя, и снять налогом? То есть Не. остался без денег. Ну да, ну тебе бабки просто блокнут, и все. Счет заблочат, и потом, если ты не докажешь, то к тебе еще и придут и спросят за эти бабки. Открой ИП, и не будет проблем. Плати налоги. Ну вот, да. Собираем Это и стримеров варианты на всё. еду. Да не надо стримеру на еду. Не, да, можно, я не против, но в смысле не потому, что там это вот на доширак, вот эта вот вся история, не, это еще не настолько печальная ситуация, чтобы мне на доширак. Налоговая придет, спросит за 10 баксов. Не, за 10 баксов тебя не спросят. Речь же идет о том, что постоянно у тебя приходят, смотри, как это все происходит. Тебе закидываются бабки на счет.
Если там частые вот эти вот штучки тебе залетают, всякие, ну, то есть какие-нибудь там, ну, бабки, короче, регулярно приходят, и большие суммы, банк тебе блокирует счет и спрашивает, откуда бабки. То есть о том, что вы уплачиваете налоги. Есть? Нету. Если есть, то ты их предоставляешь, тебе счет разблокируют. Ты как бы бабки дальше себе этот самый есть. Но это если ты наличный счет тебе приходит. Если наличный счет, потому что там, если ты зарегистрирован как этот, у тебя счет другой идет. Компаний там и прочих. Инагентом признают из-за YouTube. Ну и вот это еще параша, да. Так вот, если ты не докажешь, тебе счет никто не разблокирует, и банк идет в налоговую и говорит, у нас тут есть товарищ, вот он нам ничего не предоставил, и у него есть счет. Он что-то оплачивал? Налоговая говорит, нет, конечно, давайте его сюда. Они такие, привет. Ну, а дальше начинается бутылочка, штрафики и прочее такая. Ну, бутылочка в зависимости от всех этих историй, но в основном это бутылочка, да. Потому что спрашивают с больших сумм. Там бутылочка, в общем, штрафики, короче, все равно все отнимут. И А за то, что намайнил, сертификат дают. Намайнил это как? Так вот поэтому с Ютуба у вас в крипту не получится, потому что сам Google вам не даст в крипту. А если вы в крипту выводите деньги, там как вся эта система устроена, хорошо, вот, допустим, не берем, откуда они пришли, у вас все, на кошелек вам туда Binance, по-моему, да, идет? Или какой там? Ну, неважно, короче, какой-то вот у вас есть, туда прилетели бабки. Если у тебя будут большие суммы, все можно решить, заплатить налоги или налоговой. Ну, почти одно и то же. Как нет. На Твиче точно знаю, что он оплачивает налоги сам. Ну, это Twitch. Это Twitch. Мы же про YouTube сейчас. Так вот, если у вас прилетает туда бабки, хорошо, как вы их выведете? У вас есть два варианта. То есть вы либо скидываете человека, он вам налички дает, но человек-то как бы ручку-то позолоти. Установил кто-то мой вирусай. Я за его счет намайнил крипты, что мне в налоговой говорить. В налоговой говорит, ну ты ври. Ну как, тебе врать надо. Ну, потому что если ты скажешь, что ты вирусай кому-то кинул, то тебя на бутылку посадят. Ну, если у тебя, конечно, законодательство под это поднастроено. Если нет, то, в принципе, пофиг будет. Но ты это не зарегистрируешь никак. Так вот, тебе туда зашло. Человек наличка тебе может дать, но ему надо ручку позолотить. То есть процентики шлеп-шлеп. Вот. Ну, там, естественно, они будут меньше, я не знаю сколько, 5, 10, ну, 10 вряд ли, 5%, скорее всего, немножечко у тебя заберут. Наличкой. Если не наличкой, то куда ты выведешь? На карточку. А если на карточку? Бутылку, как будто сознанием дела. Делай как Уолтер Уайт, заставь пару миллионеров подарить тебе твои деньги. Тоже вариант, но на дарение, Попадаешь в если... передряги. Не попадал, я просто, ну как, сейчас так начну говорить, подумайте, что я там это самый криминалист. Я знаю, что такое криминалист, так не надо мне этот самый, это шутка такая, типа, мол, как с криминалом связано, но как криминалист, короче, в общем, я знаю, кто это немножко обратно от криминала, но... Любопытно было. В общем, вернемся по поводу того, что на карточку скидывают, а если на карточку, то мы уже обсудили, какие варианты. Поэтому тут вариантов нет. Ты платишь налоги и все. Ты так Вот. странно об этом говоришь. Как будто там лям на Ютубе у тебя и не понимаешь, что делать. Есть такое, да, ну там 10 баксов, вы представляете? Вы представляете, 10 баксов? Не, ну это огромные деньжищи тогда. Это прям, да, это прям, да. Мы вернемся к Если этому или сумма нет? меньше 510 копеек, налоговая дальше не смотрит. Смотря за какой период. Если тебе прилетит на карточку 10к, то ого, к тебе привет сразу Криминалист прилетит. Это совсем не криминал. Криминалист это специалист, который занимается раскрытием и расследованием. Душнина, преступлений вот об этом я и говорил, не надо мне пояснять, кто это. методов и знаний. Поэтому я и говорил, не надо мне пояснять, кто это. Ну да ладно. Короче, в этой схеме ты теряешь очень много бабла. Очень много бабла теряешь. Привет. Заплати. Там же еще в чем прикол? Когда заходит на банк, он же заходит, там комиссия банка берется, там он туда-сюда конвертирует бабосики по своему курсу, а потом ты платишь с этого еще налоги дополнительно. Вот. И как бы получается сумма немножко иная. Так я об этом и говорю.
Если меньше, то не будет ничего. Даже если раз в несколько месяцев переводишь. А там раз в месяц они считают. У них настроена такая система, что они раз... НДС не смущает. А, Мы ну. постоянно теряем больше 20 со всех своих доходов. Ну, НДС это после. И да. Ну, там, если посчитать вообще, то в налогах больше 50% будет. Если вот всю цепочку взять именно четко налоги, то то, что мы тратим, там больше 50% нашей зарплаты улетает на налоги. Ибо тот же НДС, когда мы в магазинах что-то покупаем, плюс в стоимость товара входит тоже налоги, которые оплачивает какой-нибудь магазин. Также входит туда доставка всего этого, то есть машинка везет, машинка покупает бензин, а в бензине большинство это налоги, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Так кто Brother, самый главный грабитель человека в государстве? What's that? Так, дальше What's мы не that, лезем. brother? Дальше мы не лезем. Так. Вы меня сбили своими налогами. Короче, налоги это очень много денег ест. Старый, ну чё ты? Ну прекращай спамить, слушай, ну это же, ну как, это некрасиво как минимум. Что такое случилось с тобой? Иначе придется тебе переименовать никнейм в спамгидру 2. Причем, представляешь? Быть спамгидрой, да еще и вторым. Так. Что мы делали? Мы башенки сделали. У нас башенки ставятся, у нас починился урон. Сейчас башенки будем делать, чтобы они разными были, потому что они пока что только отличаются цветом. Пока у них только цвет отличается. Сейчас проджектайлы им сделаем. Писать код и стримить нетривиальная задача. Да, это такой Что не так? Периодически запускаю любимые свои команды. Они вроде как для этого и созданы. Да, но Чтобы использовать. но можно и чуть пореже. Нет? Или нельзя? Доиграйтесь с мемом про Хоблоса, а он придет и в суд подасть. Облас, это кто? Я понял, кажется, тебя. Нельзя. Ну все тогда. Нельзя, все тогда. Давай холодочек ставим. И холодочек мы хотим замораживались. А вот этот игрок делает, он такой огненный. Он горячий парень. Ну или девушка. Мы не знаем, кто это. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Давайте ускорим процесс этот. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Init Projectile Implementation. Кстати, смотри, он иногда срабатывает этот самый, скорее всего, Радуйся, когда... что с секундомером не сидел и не высчитывал тайминги. Это ты мощно, конечно. Подожди, а что у меня чат здесь сломался? У меня чат сломался, представляешь? Disconnected. В смысле? Чат client disconnected. А как мне теперь быть? Так, ой. Так, ладно, закрыть. ВИЧ творился в этом чате. А как мне его теперь обновить? Кстати, ты, походу, вообще сломал или вообще сейчас у меня все чаты отлетели? Есть кто живой? Twitch бродкастер отвалился. Есть реконнект? Он, по идее, должен сам реконнектиться раз в какой-то период. Twitch чат дед. Да, Он Twitch. YouTube. Он ли YouTube? А что, вообще Twitch? Сам именно Twitch отвалился или что? Я живой, есть.
Стрим жив, голосовая озвучка, по-моему, закрашилась. А Twitch вообще, да, Twitch полностью отвалился. Там битрейт даже красненький, он пишет. Twitch работает, и вроде чат тоже, стрим на Twitch жив, реинкарнация. А, да, реинкарнация, я это его здесь вижу, а там у меня не отображается ничего Twitch. Переподключиться. Давай еще разок, сейчас посмотрим, жив, нет. А ну давай. Twitch, оживай. Twitch не отвалился. Но это здорово, что Twitch не отвалился. У меня чаты отвалились на Twitch. И он не хочет реконнекты делать. О, не пошел нифига реконнект. Ну, короче, ты своим спамом сломал. Только чат голосовой на Твиче не работает. Да. И чат тоже, походу ГГ. ГГ все отвалилось. А я не знаю, как здесь чат переподключить его. Потому что даже шипчат не ловит его, поняли? У меня-то два чата здесь. Один не ловит, что второй не ловит. Ну да, Twitch Broadcaster. Полностью отвалено. Сделали вот это вот. Как удобно раньше было, а сейчас вообще ничего не удобно. Ну, короче, все. Twitch GG. Twitch GG, все. Ну, я посматриваю вроде как. Ну, я посматриваю в чат Твича. Может, он починится. А может, это у меня проблемы какие-то. Может, фиг его знает. Так, а это будет тяжело, кстати, смотреть. Так, может вывести вас куда-то в Twitch. Ладно, пока так будет. Ладно, мы башенки создали, вот они наши башенки. Я хочу проджектайлы теперь создать, которые будут, ну, хотя бы цвет менять. Чтобы цвет они меняли, нам нужно... Нам что-то надо. А что нам надо? Ладно, мне пора хорошего стрима. Надеюсь, все починится. Давай. Удачи, надеюсь, все починится. Я тоже. Беда, все отвалилось, все сломалось. Да это Флинн по-любому. Это он спамил так сильно. Он мне Twitch аж отвалил. Это по-любому он. Это 100%. Come on, Meshes. Fix spawn, enemy smoke, projectile hit impact, magic projectiles, magic grenade, blink, fix mesh. Это вот это вот, да? Нет, это не вот это вот. А где эта штучка? SBD, projectiles, universal. Вот он, универсал. Значит, нам надо color поменять. И, соответственно... И, соответственно, чтобы было все хорошо. Мы просто колор меняем. То есть создадим пачку колоров для голда, для этого. Все. F-color. В датасете. Здесь он у меня здесь открыт. Да. Нет. Вот тут в проджектайлах, потому что их будет несколько. Или не делать несколько проджектайлов, потому что он один. Или в тавере сделать. Но в тавере логичнее сделать, потому что проджектайл он один будет. Разные проджектайлы, у них разный колор будет. Но тогда он будет его подтягивать под один цвет. И менять в нем цвет. Это не подходит. Но дело в том, что он, он один и тот же. То есть у них будет одна Ниагара, но пачка с разными цветами. Но он больше подходит под это, что в проджектайле именно, чтобы он хранился. Потому что у одного, допустим, я хочу, чтобы такой был цвет, у другого такой. Поэтому по-любому ставим. А YouTube-то, интересно, отвалился, нет? В YouTube тишина, никто ничего не пишет. Все отвалилось, это прикольно. Я, наверное, здесь добавлю, пусть даже мы создадим несколько этих самых.
Несколько их будет датасетов. Пока что 5. И в основном они будут дублироваться. Но мы сделаем так, чтобы нам не надо было Ниагару постоянно назначать. И вот этот класс, у них будет единственное, что меняться, это вот цвет. Значит, color. Projectile. Projectile color. Правительство слышало за налоги, теперь фильтрует контент. За то, что налоги, что я говорю, что у тебя выбора нет, их надо платить, и это самое, и вариантов нет. Это мощно. Уже за недовольство этим, да? Мало того, что ты должен, мало того, что ты плачешь, так еще и с улыбкой это должен делать. Это уровень, это, конечно, да, это успех. Это успех. F-Color. А вот я не знаю, F-Color нужен лайнер, типа, или просто F-Color сделаем. Поднятие бунта в одиночку, ну да. Бунта против чего? Projectile D. F-Color, пусть будет F-Color, Projectile Color. Значит, Projectile Color мы создали. Его перезапустить. Мы создали. Нам надо будет там, где класс, доставать его, да? Обращаться к Ниагаре. Нам не надо будет обращаться к Ниагаре. Именно оттуда, потому что она у нас есть, но она будет из Projectile. Да, все четко. Значит, это закроем. Это отсылка на этот, что ли, на аниме было? Я только сейчас допер. Типа на этот, как его... Ну, на аниме, короче, там, где поднятие левела в одиночку, или как там. Соло-левелинг, короче. 7. Самое печальное, что я не могу ушлепнуть. Я перезапустил на Твиче эту трансляцию. Может, ему так бы полегчало. Быстро так щелк-щелк. Но что-то... А что это за кнопка? Реклама 60 секунд. А ну, сейчас твичевским рекламу шлепнем на 60 секунд. Шучу, не буду я шлепать рекламу. Так. Значит... Мы дали. Это мы закроем. Это мы закроем. Таверпоинт. А подожди. Подожди. А может и не подожди. Смайлик стоит. Не буду я вам рекламу давать, расслабьтесь. Я же сегодня все равно ничего не получу. Вот ютубовский могу. Там я что-то получу. Но не буду тоже. Projectile, нет, Projectile D. Projectile D, вот он, Projectile D, и вот сюда вот. Короче, мы с ним можем работать. Замечательно, чудесно. И Ниагара компонент find или get параметр get по set float параметр, вот set float set color, set color параметр, fname. Color, tone. Projectile color. Все.
О, подключение к чату пошло какое-то, Twitch. Опять, или это он опять отвалился? А походу Twitch вообще ему плохо сегодня. Его дудосит. Дудосит, короче, Twitch. Или меня дудосит. Не дудосите, пожалуйста. Не надо дудосить. Так. А может, если я его здесь выключу, чата, ну-ка, и здесь включу его опять. Оп. Я могу саму прогу-то перезапустить, подожди. Давай я саму прогу перезапущу. А где ты? Закрыть. Сейчас прога перезапустится. Это на команды вот эти все и прочее. Может, он сейчас подконнектится к Твичу. Не, это все-таки с Твичом беда. Это все-таки с Твичом беда, а Твичу плохо, короче. В этой ситуации мои полномочия все кончены. Бедный Твич. Поделаешь. Все, с Твичом больше ничего не поделаешь. Так. Compile. Ничего, compile, но compile. Значит, открываем наш кого наш. Мы открываем. Так, сканируем быстро, понять, где дата ассеты. Projectiles. Здесь вот создаем. Так вот. Projectile DA. Projectile Master. Ниагара. А я не помню. Зато я вот тут ее вижу. Оп. Оп. Color. Color мы не трогаем. Вот здесь. Опа. PM-тест. Ну ладно, пока пусть тоже будет PM-тест. PM-тест пока будет. Угу. Тут convert different BPD. D Projectile Master. Select. Вот чисто теоретически, вот чисто гипотетически, чисто теоретически, она зачем было закрывать все? Все просто взял, закрыл мне. Все вкладки. Я понимаю, что иначе бы они никогда не закрылись, но тем не менее, все равно можно было как-то легче. Даже тут Twitch отвис. Какой ужас. Блин, чат полностью отвалился в Твиче. Я тут еле-еле могу... Даже не зачитывается чат с Твича, понимаешь? Команды в Твиче все уже. Ты все сломал. Ты так спамил мощно, что все сломал. Старый, ну чё ты? Блядь, а Вот, а YouTube нормально работает. что такое Так, все это случилось Fire. с тобою? Fire. Есть Fire. Значит, создаем cold. Brother, Cold. what's that? What's that, brother? Cold создаем. Что там дальше? Poison. Это все ваш медленный режим. Да это все твой быстрый спам. А, немедленный режим.
Даже Twitch за свободу слова. Ну, может быть. Я же говорю, свобода слова не ущемлялась. Ущемлялась пропускная способность свободы слова. Вот. Это же разные вещи. Понимаешь? Ой, подожди, я на одно сообщение не ответил, вы меня тут заморочили, а я не написал так. А чего ты решил по будням запускать? Что-то не сложилось там, где подрабатывал. Ну, я не то, что подрабатывал. Работа пошла, работа шла. А потом... как там? Ну, ладно, не будем вдаваться в подробности. Просто заказчик бабки не прислал. А по договору, если бабки как бы нет, то все на стоп. И тут началось. Дайте мне... Сделайте вот это вот. А тут как бы дайте бабок, чтобы это мы сделали. И вот, и все, как бы все стопнулось. Он еще чуть поработал, заработал и все. Вот. Поэтому сейчас все как бы делать нечего, и поэтому стримим. Можно какой-то такой, вот такой типа? Он, наверное, будет на красный очень сильно похож. Давай еще немножко его заговним. Ну, погнали. А что мы погнали? Мы проекталы это не назначили разные. Возвращаемся в Data Asset. Версы. Вот эту всю пачку открываем. Пачку открываем. Poison. Poison. Pusical. Lightning. Lightning, Fire. Ну, Fire остается, да. Cold. Надо в Twitch поглядывать. В Twitch еще не написал. Оп. Не успею отреагировать, среагировать. Как в старые добрые. Следить за чатом надо. Точно написал. Ну, погнали проверять. Что нам делать, как нам играть. Красный. И Pusical хочу. Здесь я хочу ледяной и ядовитый. Давай. Ну что, сейчас будут цвета радуги или нет? Давай, зеленый. Давай, и зеленый полетел. А тут этот коричневый, тут этот. Блин, он не дойдет до этого, до синего. Ну все, отлично, работает. Все работает. Можно вот так вот сделать, чтобы все было еще лучше. Конечно, вот тут вот добавить чуть-чуть скорости-то. Пуф, правда, ничего не видно. Давай здесь поставим ледяную. О, да, ледяная есть. А здесь поставим сейчас молнию. Сервер и клиент Тавера снова не верны. В смысле сервер и клиент Тавера снова не верны? В смысле? Вот. Их, походу, вообще скрывает. Или ты о чем? Он таблички не удалил. Вот и все. Не скрыл, точнее. Не скрываться должны. Или удалить. Ну, мы их сделаем потом удаление. Потому что он чайлдов не скрыл. Подожди. Он там же чайлдов должен был скрыть. Я понял, почему это так именно сработало. Потому что я там true не указал. Подожди, а почему там сработало? Ну, в общем, не суть важно. Мы сейчас немножко другое тестим. Блин. Но у сервера справа есть серый Тавер, у клиента нет. Сервер это вот. Справа который. С молнией поставим. В смысле? 3. Смотри. 3. Вот. У клиента есть светлая, зеленая и еще раз светлая. Смотрим, вот, светлая, зеленая.
у сервера синяя, белая, красная. Синяя, белая, Оранжевый и красная. бирюзовый в разных местах или разные тавера? Они не в разных местах, это разворот. Камера расположена, они не вот так смотрят, а вот так. Понимаешь? Вот, у тебя расположено вот так, вот у тебя уровень расположен, вот. У тебя одна камера смотрит вот, у тебя одна камера смотрит с этой стороны, а другая, короче, одна сверху смотрит, другая снизу. Разная перспектива. Да. Именно она. О, да подожди, там этот Twitch написали, только увидел. Покажешь, как работаешь от унаследованных Projectile Magic, Public Projectile Master. Покажешь, как работаешь от унаследованных Projectile Magic, Projectile Master. И у меня пока Projectile Master существует, мне когда понадобятся разные проджектайлы, я тогда буду переделывать и доделывать. Или в смысле покажешь, как работаешь. Я не понял вопроса. Там, кстати, подключение опять к чату идет. Тяжело ему. Так, хорошо. Цвет мы настроили. Он его тянет, подтягивает. Все у нас хорошо. Как же Твичу плохо. Ужас. Цвет мы настроили. Уроны потом. Все это потом, разные уроны. По поводу проджектайлов еще раз скажу, что вот у меня есть вот эти вот Старый, ну чё ты? проджектайлы. Они пока общее подо все. Потом у меня появятся другие. Я эти переделаю, и отнаследуюсь, и все сделаю остальное. Сейчас в этом нет необходимости. Сейчас есть мастер или этот. Или о чем была речь? Вот этом вот. А вот, ебта. Сейчас больно дам. А вот этом вот. Или о чем было? Ничего не понял, короче. Очень интересно. Таверы у нас есть, таверы у нас спавнятся, таверы у нас дамажат, таверы у нас ставятся. Единственное, что он табличку не убирает. Типа вот эти вот таблички. Вот эти вот штучки, дрючки. То есть он ее не убрал, она у него осталась. Тут лучше будет видно. Тут он ее убрал, а тут он ее не убрал. С этим вот надо что-то сделать. Смотреть. Кстати, я, наверное, тоже знаю, почему он ее не убрал. Таблички пока нет, потому что... от таких наушников. Не, наоборот. Очень удобно. Что, у меня очень долгое время были вот эти, наушники, короче. Вот, короче, обратно я не хочу на них меняться. Обратно меняться не хочу. Легенько, аккуратненько, так оп, и все. А все больше не болели, нефиг брать вот эти вакуумные. Обычные надо брать, и все, и будет счастье. Ну, хотя, смотря кому как. Кому как, дело такое. Так вот, почему он не? А я сейчас поясню, почему не. Потому что, не убрал. Это я и хотел открыть. Потому что вот здесь, вот это у нас блюпринтовый товарищ вообще. Ну, то есть мы его здесь создали. И он не совсем вот это вот. Вот, и вот он убран, как бы. Чик-чик, чик-чирик. Чик-чирик. Есть такая история. Вот у меня болят уши от таких. Только большие подходят с амбушюрами. Ну, видишь, вот. У меня наоборот. Как бывает. Ну, не знаю, легкость какая-то. Вообще забываешь. Единственный минус, что ты постоянно забываешь, что ты в них. В тех как-то было сложновато забыть. У меня было такого, что я встал и типа просто встал вместе с ними. Такого-то и не было. А вот с этими такое прям часто, поначалу происходит. Сейчас, конечно, редко, потому что я привык. Уже давно тут сижу с такими наушниками. Но
Ну да, вот так вот, короче. Как-то так. Так. Таверы сделали это, сделали это, сделали это, сделали. Ну, короче, мы все сделали в релиз. Все, погнали. Разные таверы. Дальше мы либо апгрейд делаем для таверов, чтобы их можно было апгрейдить. Либо. Ба. Ура! Релиз! Да. А уже. Либо карточки делать, карточки. Ну, карточки это прям вообще все это сама, а это добивка к этому. Давайте апгрейды доделаем, то есть чтобы мы кликали сюда. Сейчас у нас ничего не происходит. Если мы кликаем, но сейчас ничего не происходит, потому что у нас стоп, у нас там блок. Вот если мы вот так вот кликаем, у нас в данном случае ничего не происходит. Там-то понятно, что там волна. Плюс я хочу еще этот вынести вверх, он меня раздражает. Мейнход. Вот, да, это куда уже лучше. Можно еще, кстати, соточку все-таки. Не 120, а 100 сделать. Да, он пересекает, это некрасиво выглядит. Еще вот эту вот фигню надо убрать, то, что у нас открытая, она работает. Оп. Видали, смотрите. И какашками стреляет. Мы ничего дальше волны не будет, потому что этот проиграл. Нам надо сделать вот эту вот фишку, исправить, то, что она включена. То есть, когда стартует волна, он должен... Два варианта у нас есть. Либо мы записываем в момент, когда мы что-то начинаем тискать, вот этот куб активный сейчас, который у нас, мы его записываем. И, во-первых, у нас тогда нельзя будет 2 открыть, потому что в момент открытия этого мы его перезаписываем, а когда мы перезаписываем, мы там сделаем проверку, есть ли что-то. То есть, вот так вот мы сделать не сможем. И это правильно. Потому что если все вот это закрывать, то есть он пробегаться будет по всему, тогда, во-первых, вот это вот мы не сделаем. Сделаем много костылями. А во-вторых, будет не очень хорошо бегать по всем этим башенкам. Это прям беда. То есть... Ему нужно. Ему нужно Что ему нужно? Ему нужно. Я просто думаю, где его сделать, эту всю историю. То есть, где она будет храниться, где она будет находиться. Таверпоинт у нас идет вот этот табел. Не, подожди, табел тултип, отдыхай. Так, это виджет. Вот таверпоинт. Тавер spawn implementation. Вот у нас он клик таверпоинт идет. То есть вот тут вот сделать, он его, конечно, инициализирует, это здорово, но... Короче, в момент клика
он обратится к main.ps, у нас, благо, есть доступ к нему. Он обратится к main.ps и возьмет... Чё толку? Подожди, что он возьмет? Ну и в нем метод запустит, а в main.ps, то есть будет... то есть он передаст себя, короче, туда в методе. То, что он сейчас активный. Set new active, там, tower point, что-то такое, короче, какой-то метод. И сам этот метод, он как раз-таки установит новую активность. И если старый есть активный метод, старый активный point, то он в нем отключит вот этот виджет. Запустит вот этот VC toggle, короче. Но мы отдельный метод сделаем, скорее всего. Мы не будем его в паблик выносить. Или просто в паблик вынесем и не морочить себе голову. Скорее в паблик просто вынесем и не будем себе морочить голову. Он его запустит сразу же. И все, как бы проблема решена. То есть он хранит активного товарища себе. Player state. То есть с которым мы сейчас работаем, который открыт. И все. Такая вот история. Но также здесь еще дополнительная должна быть логика. Это вот выбора башни для постройки, но не только для постройки или улучшения такого. Или улучшения такого. Окей, хорошо, давайте этим займемся. Только что правильно сделаем перед этим перерыв. 5-10, максимум 15 минут, продолжим. Окей? Так, продолжаем. Все, спам-гидро. Призыв удался? Или как? Так. Важно, сейчас отвлекать начнут. Так. Запись. Я хочу сделать запись. Он клик Tower Point, бла-бла-бла. Он получил здесь этого. Потом он проверил. Visible, не visible. Потому что если он visible, то нужно сделать только это. Точнее, наоборот. Так, я пока сделаю так. Потом вся эта красота. Он запускает эту штуку. И далее у нас следующее. Мы обращаемся к вот этому player info. main.ps. И вот там вот мы сделаем какой-нибудь set active. Set current. Set current target tower point. Какое красивое название. Надо подумать, как бы его уменьшить. Надо пойти по стопам майков и сделать вот такую вот вещь. SCTTP. Вот так вот. Это будет вот четко по их стайлу. Судя из того, что я узрел. Set player data. Set current target tower point. Target tower point. Set current target point. Set target. Без current. Set target. Потому что он сейчас у нас в target tower point. Set target tower point. Мы делаем... мы его делаем и принимаем мы в него... он будет this передавать. This, то есть себя. Теперь мы идем в main.ps. Здесь создаем вот такой вот метод. Ну вот сюда давай. Void
Target point. Target. Point. Tower point. Tower. Tower point. Tower. Tower point. Tower point. А что, он уже есть у нас? Это Tower point. Но это добавление, это не том. Это именно target Tower point. То есть тоже ее property. Кстати, у нас же был там прикол, что мы dataast передавали, он был 0 поинтера, у нас как-то эта проблема испарилась. Вот так вот, представляете? Тоже так бывает. T-Ray от Tower Point. T-Ray от Tower Point. Point. Target. Target Tower Point. Значит, есть контакт. If Tower Point Target. Я как только пришел, ты начал паузу. Да, представляешь? Как четко. А как только ты написал «приди», я сразу пришел. Видишь? Если он есть, то из target Tower Point мы должны вызвать метод Tower Point. Вот этот метод, который я отнесу повыше сюда. Сюда вот. Brother, О, спам-гидра, ты чё? what's that, brother? А ты ж в курсе, спам-гидра, что там есть еще кучу команд других? Там в ссылке в описании есть команды стрима. Там все команды. Представляешь? Вообще жесть. А ты откуда знаешь украинский? Ты о чем? Шипчат знает казахскую. Че не английскую? Так, target point и VC toggle Только false. что же произнес. False. Кит. Ну да, кстати. Через и его. Как и. Так, кит — это кот на украинском. Ой. Сделали, и потом мы в target Tower Point записываем. Вот, set target Tower Point. Кит это на казахском. А нет такого слова на казахском. Кит. Который это. Такая большая рыбка. Ну, не рыбка, по-моему, но рыбка, короче. Чушь плавает рыба с хвостом, ничего не знаю. И осьминог тоже рыба. У него 8 хвостов. Будем байтить вас сейчас. Никогда не угадаешь, как будет на русском кишка. Кишка? Пока-пока. Так, за руль. Давай, Дендраку. План, я за руль. А за рулем смотреть что, нельзя? Я так сильно отвлекаю. Так, Кошка. мы передали. Вообще ничего не понимаю. Что-то спамишь какие-то слова рандомные. Кошкой. Нельзя. Нельзя, все, нельзя. Если нельзя, тогда все окей. Set target Tower Point мы сделали, передали this, он все сделал.
И после этого он как бы дальше работает все, то есть он у нас удаляет его и ставит все. Угадай, что я сейчас ем и что буду есть через час. У тебя, скорее всего, сейчас обед в школе. Что ты ешь? Я не знаю, чем вас там кормят. Сейчас чипсы, потом вареники. Вареники, это хорошо. Взял, не дал даже шансов. Шансов даже не дал. Кстати, смотри, Twitch пишет, что есть этот зелененький. Может, сейчас переподключиться получится. А он давай к Твичу переподключимся. Сейчас я этот отключу. Здесь пишет, что ему плохо. Я сейчас не в школе. Ну, подключайся. Школя. Оля. Так, подожди. Сейчас все будет. Вернем и команды, и, может, чат вернем. Чат ожил твичевский. Не вернем. Сейчас, может, действительно из-за этого, что ли, из-за медленного режима он схлопнулся. Угадай, что я сейчас пью. Это ты молодец. Воду. Спорим воду. Короче, не хочет он это самое строить. А ну-ка. Медленный режим. Где он? Молоко. О! И сразу этот Twitch подключился, что ли, да? Серьезно, медленный режим нельзя? Ему плохо от медленного режима. Да, ему плохо от медленного режима. На 5 секунд причем. Жесть. А хотя подожди, а почему этот шипчат тогда отваливался? А молоко это что? Спамгидра, что там больше всего? Из чего состоит молоко? Вроде чат Твича все должен был ложить. Но это не точно. Почему он мне здесь не показывается? Там он мне показывается, здесь он мне не показывается. Я не знаю. Ожил, не ожил. О, все, походу ожил чат. Что мне здесь показывается все. Так, значит, запускаемся, смотрим сейчас, что у нас получилось. Тифайлер на украинском будет дандойлер, а если серьезно тифайлер? А ты зачем его драконишь, Тифайлеру? Это ж единственный, кто тебя разбанить там может. Гандойлер. Ты в курсе, что это единственный, кто может тебя разбанить там? Зачем ты его драконишь? Тебе надо его задабривать. А что я сейчас проверял? А, что это? Да, вот, и он все закрывает. Закрывает в предыдущем. И нифига не закрывает здесь. Потому что мы на старте не делали. То есть, но он закрывает его в этом. Это единственный, кто сосет. Вот ты вообще шансы это самое, свои на разбан уменьшаешь и уменьшаешь. Ты в курсе? Кстати, а вот тот факт, что их несколько, это разве не сделает, что сейчас я могу создать кучу башенок? А ну-ка. По-моему, сейчас здесь находится... Да, здесь находятся 2 башни. Здесь 2 башни находятся. 0 коинсов. Он сразу один ним добил, а второй улетел в помойку. Вот. Да, еще надо это ограничение ставить, чтобы он в одну и ту же не ткнул 2 этих.
То есть нам надо записать штавера, а мы штавера не записываем. Вот это, кстати, очень зря. Вот этот тавер, который у нас здесь строится, нам нужно его записать. Я специально под него тавер state завел даже. Под uProperty тебя сделаем. uProperty. И пока что replicated, кстати. Replicated. Replicated будешь. Сюда вот. Оп. Так, одну секунду. Идея для карт в твоем Tower Defense Desert Island. Классная идея. Бесплатная работа. Люблю бесплатную работу. Чё-то Ехала. на стриме скучно. Так, давай, заводи, давай, расскажи нам анекдот. Ты же у нас тут заводила главный. Так, мне надо записать его вот сюда. Вот я, по-моему, уже сделал там указатель. Молодец. Ставер стейт. Старый Да, ну тавер мастер. Видишь, неправильно написал. Там есть еще команды. Ау, ты меня слышишь? Спам гидра. Не только эти две. Там есть еще. Да я даже знаю, какая тебе понравится. Но не скажу. Так. Вот этот вот Tower State. Я не думал, что ты напишешь ее. Ё. Что за ё? О. Все, мы ее записали, и после того, как мы on-click Tower Point, вот здесь он же не Tower Point, бла-бла-бла, Tower Spawn Implementation, дополнительно он должен еще проверить на вот эту вот часть. То есть достать вот этот Tower. Ну, вообще, по-хорошему, он должен закрыть VC-Toggle, но за счет того, что VC-Toggle у нас происходит у клиента, он там с задержкой происходит, то есть будет небольшая разница. Блин, реклама iPhone 17 вылезла. Ну, все, пора брать, значит. Я съел все чипсы. Оу. Плохо потом не будет. Да, за такие деньги можно комп на Ryzen 9 и 5080 собрать. На 5080
ты вряд ли соберешь, потому что 5080 сколько? 1000 с копейками стоит сейчас. И iPhone стоит 1000 с копейками. У тебя не получится этого. Короче, если у нас вот это вот, то вот это вот. А еще вот это вот, я хотел бы узнать Tower State. У нас-то вот это вот, а не вот это вот. Это очень важно. Да даже iPhone 15 стоит миллион. Ну, не миллион, но... Так, если наоборот, если он есть уже, то мы в помойку улетаем. Все. Мы заблокировали нам этот самый всевозможный спавн. И вот тут тоже такая двоякая история. Что будет первее? Ну да, лучше это в конец оставить, потому что строит. Но нам надо этот Tower State обязательно, потому что... Тифайлера в помойку. Прекращай баловаться, сейчас бан получишь. Ты меня сбил. За это тоже бан можешь получить. А нам надо записать указатель, чтобы иметь всякие штучки отключать у нее. Допустим, там карточки-то у нас будут, которые влияют. Допустим, там отключает каждые там 5 секунд отключает рандомную башню у врага на 1 секунду. Так вот сделать. И вот он же должен будет как бы отключить ее. У меня появился кот, угадай, как зовут. Кабачок. Кабачок ты его назвал. Так, я не помню, мы запускались. Ну давай, лайфкодинг. Еще бы проверить, может там Twitch все-таки не привалился. Не, нормально все. Нёпок иногда, тёпок иногда малёй. Это что такое вообще? Не опык, тёпик. Ужас. Так, не-не-не-не-не-не. Подожди, я не это хотел тестить. Давай, надо быстро наклацать кучу-кучу раз. Все, только 1 раз потратил. Видите, дальше он не прошел. На украинском это звучит лучше. Верю, это хорошо. Тык-тык-тык. Вот, все, мопцы бегают, все хорошо, есть. Теперь улучшение. Мы когда кликаем на наш этот, у нас появляется наш списка. Списка появляется. Мы ставим башенку, список уходит, и вот... он кликнул опять на него. Понял? А вот тут он должен другую вещь планируешь сделать. дней делать игру? 365 плюс. А ты? Так, это спавн. А вот он клик происходит. Он клик происходит. Вот эта вот вся часть происходит. Tower Point V он происходит. Он вызывает в нем всякие штучки-дрючки. Здесь должна быть проверка на Tower State. .tower, то есть if tower, tower, то есть вот эта вот часть идет, да? Твою-то мать. Подожди. Подожди. Нину на Тавер Дефенс хватит и 2 месяца, но если на Оу, то тогда 3 месяца, как ты, так что вполне год реально. Да не хватит. Надо больше надо. Год это минимум.
Это лучше еще 2 вообще. Лучше еще и 2. Сейчас, секунду. Хотя я так подумал, на это уйдет минимум 56 миллиардов лет. Да, примерно где-то так. Вот сюда вот нам надо добавить проверку if tower state.tower tower state.tower. Эта игра будет лучше всех лучших игр вместе. Да, 100%. Tower state. .tower. Вот он init tower point v виджет. Вот тут мы-то как раз таки и должны принять либо апгрейд, либо не апгрейд этот, и соответственно вообще понять, что мы сюда принимаем. И знаете, как мы это можем сделать красиво, но не явно? Мы это можем сделать красиво, но не явно. Мы можем без всяких ифов просто сюда передать Всё, указатель. пока я иду варить вареники. Давай. Вот таким вот образом. А там внутри... Кстати, ты любишь вареники с грибами. Да. Но больше с мясом. Всем пока, я домой. Это уже не совсем эти, но да. Я понял, на кого похож твой образ. На картошку из истории игрушек. Да, именно так. Угу. State. Мы передадим его. Мы его передадим. Ты загрустил? Это глобальный или локальный вопрос? Сейчас не загрустил. Я просто на телефон отвечал. Не знаю, видно, кстати, было. Может быть, и видно, если так держал. Ну ладно. Короче, на сообщение отвечал я. Понял. Tower State. Tower. Идем в init tower point v вот этот вот. Какую информацию достать? Я сейчас YouTube отваливался или что? Дернулась тут этот. Скорость типа до нуля. Не видишь, YouTube еще отвалился.
Целый день все отваливается. Какой кайф. Обожаю. А, Прогруз был. ну, у меня тоже скачок был, что, мол, тут этот, короче, по графику. Все дела. Тайвер. Ну, хорошо, хоть не отвалился. Потому что YouTube, блин, он такой, блин, стрим на YouTube, так тяжело его запускать. Короче, это не кнопочка, как в Твиче, просто в OBS нажал старт и все. Там начинается, откройте этот заполнен. Такая задница. Я вот думаю, мы будем этот передавать, или мы, может, сразу из тавер мастера достанем, что он хочет. То есть уже как бы там будет информация вот в этом тавер стейте о том, что именно он будет заполнять. Просто не передавать тавер стейт и там доставать его, а заранее он будет как бы уже достали его и передаем. С таким успехом можно вообще структуру передать по ссылочке. И всю эту штучку там делать. И не морочить себе голову. И потом уже в структуру дальше мы захотели, что-то добавили, захотели, что-то отняли. Что-то с тавера достали, что-то не с тавера достали. Все. Что нам надо? Нам надо как минимум... Как мы апгрейды будем хранить? Потому что мне бы хотелось, чтобы там разные были апгрейды. То есть разные в контексте... Кто-то, какая-то башенка к скорости дается, а какая-то не дается. К скорости, ладно, все они даются. Или сделать одинаковые. Сделать одинаковые у башенок. Одинаковые эти. То есть там к скорости к этому. А вот массовый апгрейд сделать разный. То есть идея какая же ведь, что у нас... Допустим, 3 раза мы, ну или 5 раз мы улучшаем скорость. Там по чуть-чуть, там прям супер мелочь. Потом мы 3 раза увеличиваем урон. Ну, тоже 5 раз пусть будет. Все, 5. 5 раз урон увеличиваем. И 5 раз там радиус увеличиваем. Или я не знаю, что еще там придумать. А потом бац. У нас появляется, светится кнопочка, ну, полного апгрейда именно башни. У нас апгрейдится полностью башня. И вот там вот либо у нас выбор есть, в какую башню его сделать, то есть массовую какую-то плюшку получить. Допустим, там имеет шанс какой-то на доп. Снаряд. Имеет шанс на нанесение... Появляется шанс критического удара, нанесение двойного удара, вот этот. Появляется шанс еще что-то там. Начинает бить под цепи, начинает там, я не знаю... бьет, стреляет так же, но снаряд летит сверху, метеорит, и с задержкой, но наносит там x2 урона или x3 урона изначального. Типа такого, короче, сделать. Это на первом улучшении мы сразу определяем, чем будет башня. Потом второе улучшение, допустим, мы можем добавить стихию. Выбор, какой стихии дополнительный будет. Стихия. Да. То есть первое, мы учим всегда вот эту часть, а потом, когда мы добавляем что-то, мы, ну, дальше то же самое, тоже прокачиваем урон, прокачиваем скорость атаки, прокачиваем радиус. Я не уверен, радиус мы будем прокачивать, нет? Просто если радиус не прокачивать, то что еще остается? Шанс элементального этого остается еще. У нас же есть элементы, и есть шанс на вот эту всю историю. Так, значит, как мы это все будем хранить? Виджет, да это в принципе в виджете хранится, то есть он-то инициализацию тоже запускает. Ему просто нужно передать именно тавера. Короче, мы передаем полностью структуру всю, просто она полетела по ссылке для экономии.
по константной. Ну да, по константной ссылке она полетела для экономии. Так, F-Tower State. Секунду. F-Tower State. State. Ну да, в принципе, меня устраивает. Хорошо. Молодец. А откуда ты знаешь, что такое Tower State? Ты же не знаешь, что такое Tower State. Нет, Тайру. НТВ. Ну да, этот таймер запускается, а вот здесь происходит следующее, то есть он должен будет спросить, если он, просто если его как бы нету, то тавер, ну пока что это тавер, то есть если у нас тавер есть, то мы выполняем эту часть кода, если ее нет, то как бы мы ничего не выполняем, но вообще должны выполнять. Еще их там 2 виджета должно быть. Мы set visibility должны им ставить разный. Я-то хочу в одном виджете это все сделать. $5 миллионов кнопок. 5 миллионов кнопок. Блин, а добавлять еще глубже тоже не вариант. Сильно глубоко будет. Ну-ка, как у нас он вообще выглядит же ведь? Вот он, да? А по-хорошему-то ничего не меняется. Он просто должен будет взять, дать вот этим вот кнопочкам. Я их в массив, наверное, сейчас перенесу. Заранее запишу их в массив. Буду метод вызывать массив, который 5 раз записывать их. По циклу. Или не по циклу. В общем, мы сюда просто добавляем их. Эти иконки. И все. Потому что сколько их? Их тоже будет не больше 5. У нас апгрейд Elemental статус. Типа такого. Апгрейд Speed, Attack Speed. Апгрейд Damage. 3. Ну, апгрейд радиус, хорошо, еще пусть будет апгрейд range 4. Ну и вот 5 это апгрейд tower. Изначально он закрыт. То есть мы код написали, он закрыт. Пока не будет вот этих 4 сделано. И вот как раз, вот это вот как раз таки должно быть.
Вот такая вот история, да? Вот такая вот история. Он должен что-то возвращать. А он это не здесь делает. Здесь только показать. Здесь только показать. И по константной ссылке мы его передали. А нам надо хранить его именно в таверпоинте. Дело в том, что в таверпоинте его хранить. Поняли? В таверпоинте хранить, в таверпоинте хранить. Он делегат. У нас апгрейд есть делегат. Мы уже подвязались к нему. Но он должен что-то принимать. Должен что-то принимать. Со спауном там просто ему. Он принимает... что он себя принимает-то? Тавер апгрейд, тавер спаун. Блин, с этим имплементейшеном тяжело. Он тогда таст принимает. А там он именно апгрейд должен принимать. То есть мы же должны понимать, что именно он апгрейдит. Тирей. 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 Вот тут у нас проблемка. Тирей. State name. Ну, state name у нас есть state name, по нему мы же должны обращаться к его state name, то есть full state actor компоненте тавера и ее улучшать. Ну, то есть увеличивать там эти все параметры. Если у нас... Если у нас что? Думаю, что он будет себя принимать. Он должен принимать в себя... Можно типа R два значения его передавать. Это float и вот этот enum в виде state name. Соответственно, сам этот хранит в себе state name и плюс 1.
Я вот думаю, как нам это все создать? У нас же должны не до 5 быть. И они должны считать все это, принимать все это и просчитывать, высчитывать все это. То есть у нас есть апгрейд. Апгрейд какой-нибудь. Damage, что я там еще говорил? Speed, damage, elemental. Elemental. Которого еще нету. И апгрейд Tower. Пока не уверен, что я хочу. И тут проблема в том, что если мы какой-то апгрейд еще хотим добавить, у нас разрастаются они. То есть это неудобно, короче. С другой же стороны, у нас есть вот этот array с структурой state name или state, просто f-state, в котором, ну, тогда его надо будет постоянно, хотя это тут даже не урон, когда мы наносим, пробегается по нему. Где мы ее заполнять будем? Вопрос. Просто удобнее это удобнее, может, но неудобно. В общем, апгрейд Tower и потом апгрейд Max. Апгрейд Limit. Лимит. И вот тут, конечно, вот это вот очень некрасивая история. Это очень некрасивая история, когда апгрейд лимит будет здесь. Да. И вот так нормально будет. Это, конечно, какая-то дикость. Допустим, таверы до 5. Каждый апгрейд надо сделать 5 раз. И плюс таверы еще до 5 апгрейдятся. А мне это не нравится. Идея какая? Что мы принимаем state, вот этот name в себя, то, что мы улучшаем. В виджете он содержится. И просто-напросто делаем +1, -1. Таким вот образом. И спокойно потом достаем эту информацию, если что. То есть смотрим, если он там 5 равен, то мы больше его не тискаем. То есть мы следим за лимитами, так сказать. То есть вот скорость он может. Если может, тогда он добавляет +1 и говорит о том, что, типа, мол, увеличь скорость на вот это вот, значение еще надо подобрать же ведь. Значение тоже в виджете, что ли, хранить? Это же вообще жесть. Это же ужасно. Это же ужасный ужас. Это ведь ужасный ужас хранить в этом. Если апгрейды в качестве дата-ассетов.
Так, апгрейды в качестве датастов. Апгрейды в качестве датастов. А что там будет храниться? Там же будет храниться флот и enum. Все. Картинка. Картинка. Еще будет храниться. Еще картинка будет храниться. Апгрейда. Апгрейда, картинка. То есть сколько он дает стоимость его апгрейда. Tower Upgrade Day. Апгрейдить. Но у нас тут кост общий. Хотелось бы его надо перенаследовать. Entity Base. Надо как-то разделить тавер. Типа тавер. Надо разделить их и достать вот этот icon. Достать name его. И переименовать его. И достать кост. А вот это вот и вот это вот нам не надо. У апгрейда. А вот эти вот 3 штучки нам надо у апгрейда. Ну, помимо этого еще там флот должен быть. И все, в принципе. Соответственно, нам нужен какой-то... Сейчас 2 класса надо шлепнуть. Первый это общий у Тавера DA будет. И у Тавера апгрейд. Тавер апгрейд. Тавер DA. Тавер DA. Апгрейд. Тавер апгрейд. Базы свой апгрейд будет. Там еще все по-другому. Хочу вообще все по-другому, чтобы было. Общак сделать. А как назвать, чтобы вот тавер как бы остался тавером? Общее между апгрейдом и тавером. Так, хочу ГПТ. Давайте спросим у ГПТ. Тавер Database. Это как общие данных башни. Entity Base. Tower Base DA. Tower Base DA. Ну, кстати, Tower Base DA, что сразу не подумал. Tower Base DA. А тут Tower DA. Все, мы сейчас создаем общака. Общака создаем tools CPP класс. А тут этого entity он должен наследоваться. Entity Base. Тавер. Тавер Base DA.
Чем папочку сразу не назвал через нижнее, непонятно. Tire BSD create class. Так, failed, да. Так, есть, он попал в наследование. Все это мы убираем. Сохраняем F7. Failed. А чё failed? А, конст все-таки пошел я нафиг, да. Но нам это сейчас и не понадобится, скорее всего. Потому что мы будем с датаста его доставать. Вот этот максимум. Тоже можно его там указать. То есть у каждой может быть свое. Вот это уже интереснее. У каждого своя. То есть, может, для башни мы захотим, чтобы апгрейд башни был там 10 у спид, там, чтобы на каждом уровне 2 был damage 3. Вот это хорошо, да. Да. Датасты рулят. Датасты — это наше все. Tower upgrade. Upgrade. Ready. Так, апгрейде есть. Отсюда вот мы его ставим. Base. Есть. Здесь, значит, паблик. И мы засовываем туда, во-первых, cost. Меня интересует cost. Cost. Tire base. Base. Потом меня интересует icon. Меня интересует icon. И еще меня интересует name. Меня интересует еще и name. Ауф. Name есть. Это меня не интересует. Tire base хорошо, то есть cost есть.
Tower Icon есть. Тогда просто не Tower Icon. Icon будет in name. Потому что он уже относится и к тому, и к тому. Здесь у нас вот это вот нам не надо. Здесь у нас паблик. Паблик. Что нам надо? Что нам надо? Что нам надо? Что я говорил? Ну, во-первых, нам надо лимит вот этот поставить. Upgrade limit. Property. You property. Edit anywhere. Blueprint. Print read only. Категория. Категория что? Tower upgrade. Tower upgrade. Int 32. Upgrade limit. Upgrade лимит. То есть это тот лимит. Поэтому вот так. Здесь у нас upgrade value. Это float. И потом upgrade stat. Stat name. Только он его не знает, что это такое, ему надо объяснить это. Stat name. Stat name value есть. Этот, максималочка есть. Иконочки есть, все есть. Вроде бы все. Вроде бы больше ничего не надо. Стоимость апгрейда есть, иконка есть, имя, которое будет отображаться в этом, чтобы мы понимали, что это за апгрейд, есть, апгрейд лимит есть, апгрейд value есть, ну, то есть сколько он даст, и апгрейд стат есть. Все. Все вроде бы есть. Вроде бы все есть. Не могу придумать, что еще надо. Давай дальше. Далее запускаем. Ну, это понятно, фейл, что мы там ренейм сделали. О, это же он все данные, да, сейчас похерит. Ну, есть один момент. Я помню, я делал через, чтобы он не херил данные, там надо в каком-то файле, в C-шарповском, по-моему, прописать типа old name, new name, вот эти вот все истории, чтобы он данные не похерил. Но, может, есть какой-то view property, ну, GPT.
Здесь можно. Я очень надеюсь, да, Unreal решается мета currently serialized at old name. Если ты переименовал ее property, можно указать старое имя, и движок подтянет сохраненные данные в редакторе. Пример. Теперь есть в старый датаст поле названо damage. Есть идеи, как будут башни выглядеть? Как башни. Как башни. Чё найду, то и будет. Ну как, хотелось бы там какие-нибудь, чтобы ядовитая там превращалась, короче, это башня такая, уже этот, и вокруг нее змея такая большая, и она плюет, короче, все сияет, все пердит, это все анимировано, это самое, но я сейчас закатаю эту самую, как бы, и будет там какая-нибудь башня с фаба на 1 000 000 полигонов. Так. Есть, короче, есть вариант, как сделать этот самый старый, то есть Tower Name. Смотрите, что предлагает ГПТ. Вот эта новость очень полезная. Всем смотреть срочно. Если мы меняем мета equal, вот так вот делаем, а потом сюда записываем or merely В каком стиле хотя бы? Есть пример. ZAS. Ты в таком же, как и этот самый, как и в FPS. Лоупольные они будут. Medieval, fantasy medieval, что-то типа такого. Лоупольные, да, ну как лоупольные, ну не лоупольные, но лоупольные as equal. Ставим эти и Tower Icon. Поняли? И вот эту вот историю нам надо повторить для остального тоже, если мы поменяли название. И вот ГПТ говорит, что будет хорошо. Все, Tower Name. Ой, Tower. Ну, пожалуйста, схлопнись. Место сэкономим. И вот так, он не должен его отвалить. То есть вот эти неймы должны сохраниться. Если это так, это то, что нам доктор прописал. А еще я бы сюда макрос бы написал свой, который бы повторил. Вот это old name принимает в себя этот самый. И все, old name, типа. Просто туда прописываешь этот, и он сразу туда его подставляет. Все. Компактнее было. Не то, чтобы я это часто использовать буду, но тем не менее. И насколько я понимаю, это он сделает один раз. То есть это надо при запуске. То есть мы меняем имя, мы его сейчас вот так вот запускаем. Он его перезапишет там в своих файлах. Ему надо будет загружать следующее в другое имя. И потом мы это можем удалить. А ну-ка. Вообще можно было датаст просто открыть. Запомнил, конечно. Видишь, как запомнил, классно. Проверяй. Короче, ничего не запомнил. Либо потому, что я скомпилил. Хотя какая разница, скомпилил-то я до-после. Запустил-то я этот. Короче, ничего не сработало, ничего. Что он еще и категорию-то поменял.
А, это cold у нас тут. Cold ставим. Name, tire cold. Tire cold. Tire. Лигтнинг. Так, все, Tire Poison заполнили. Это все есть. Так. Нашел ошибку. И у меня появилась идея. Так, Chance Cold у Poison, Chance Cold, ну как бы куда? Delete Chance Fire тоже как бы куда? Если он должен быть Poison. Потом Pussical. Delete. Pussical. Lightning. Delete. Lightning. Fire. Доставить этот, убрать. Cold. Брать. Вот. И какая у меня идея появилась? Вот это вот брать namestat отсюда. То есть вообще все статы улучшать. Но тогда у нас нет никакого контроля. Ну, просто все статы. Я какой-то, если мы не захотим улучшать. Мы тогда теряем контроль. То есть у нас в таком случае, если мы берем отсюда и там улучшаем на какой-то процент, да, ставим. Нам не надо дата-ассеты, вот это, который мы сейчас сделали. Нам там ничего не надо, мы просто-напросто берем, ну, отсюда делаем математику и все. Но, если у нас добавится стат какой-то, который мы не хотим менять, допустим, в данном случае range, то либо мы вот это через enum там делаем исключение в коде, что очень плохо, либо мы заранее предполагаем, что все, что есть статы, мы на все можем влиять. Другого варианта нет. Варианта никакого нет. Так, таверсы мы создали. Таверс. Что у них общее будет? Ну, может быть, стоимость, хотя вряд ли.
Хотелось бы разную шлепнуть. Айконы нет, неймы нет, статс. Тогда нам не надо value этот. Можем использовать его через этот массив. И тогда в теории у нас появляется возможность два улучшения сразу давать. Два улучшения давать. Два улучшения ему давать. Ну, 3, 4 и так далее. То есть там какая-то датас, условно, кнопочка, которая вообще все дает. Или одно дает, или это дает. Соответственно, вот этот вот два параметра нам здесь не нужны. Upgrade value, upgrade stats. Upgrade stat и upgrade value. Через массив делаем. Так, но это у нас не получилось, не фартануло. Upgrade, upgrade, вот этот upgrade stat. Upgrade value. Так, давай перезапуск. Мне хочется уже перейти к картонкам, конечно, там много реализаций разных. Смотреть, как оно взаимодействует. Вот там вот пойдет взаимодействие между первым плеером и вторым. Сейчас-то взаимодействия у них вообще никакого. Чисто визуальное. А там именно влияние одного на башни второго. И не только башенки там. То есть вот эти вот всякие истории. Там вот интересно, очень интересно будет. Надо добить апгрейды. Прочую вот эту вот всю фигню. Ладно, пока общего ничего нет, но я оставлю, буду от него наследоваться. Miscellaneous, Data Table, Dataset, BPDA, Tower Upgrade, DA. Great. Damage. Spin damage. Что еще? Что-то еще. Spin damage. Сейчас вспомнить. Elemental, вот эта вот вся история. Ну, пока 4 будет, да, и апгрейд Tower.
Ось, да, начнем. Upgrade лимит, damage. Сколько раз мы кликаем? Все, 3 раза кликаем. 5 много. Кост. С левелом-то он увеличиться должен. Она все равно базовая нужна. Но мы будем, скорее всего, от этого увеличивать ее. То есть брать от уровня башни. Короче, что-то как-то так мудрить там. Так, ну айкон, у меня пока нет айконов. Я не знаю, пусть будет... Это у нас damage. Пусть будет этот. Name. Upgrade до магия. Upgrade до магия. Upgrade damage. Поскольку он по одному дамагу будет давать. Вот это тоже, кстати, надо будет в зависимости от левела сделать. Здесь процентно. Можно умножать просто на уровень, да и все его. То есть значение, умноженное на уровень, не понеслась. Это не точно, потому что если там условно 5 будет, 5 на левел, 25 даст за 5. За каждый тык. Будет по 25 накидывать. Что-то многовато. Поэтому надо будет что-нибудь придумать. Там, деленное на 2 еще дополнительное. Что-нибудь такое. Поиграемся с циферками. Так, upgrade лимит. Elemental damage тоже 3 хочу. Пост 2. Icon. Elemental. Elemental будешь вот этим. Ну, тут массив передает привет. Он говорит привет. А я говорю спасибо, что есть ты. Потому что если бы изначально не было тебя, тебя надо было бы придумать. В чем суть? Мы-то не знаем, какой именно это элемент. И я не хочу делать под каждый элемент. Сильно душная фигня получится. Если делать под каждый элемент. То есть, условно, у нас башня носит и холод, и огонь. Чтобы мы отдельно улучшали и тот. Я, наверное, сделаю, чтобы мы сразу все улучшали. И вот эта вот штука нам как раз-таки позволит это улучшать. Позволит это улучшить. То есть, сделать там тоже 1, 1. 1, 1, 1. Так, спид. Спид хочу 4 раза улучшить. Кост 3. Спид покруче будет, да? Что тут есть? Ну, будет Android. Так, апгрейд. Рейд. Спид. Спид. Так. Ну, он-то единичку будет накидывать. Опа, вот тут вопрос. Это процент будет? Это значение или что это? Если это значение, то куда его совать? Потому что там-то таймер по скорости идет атаки. Соответственно, надо процент брать. На 1% быстрее. Ну, пока пусть будет, да, так тоже. Вся по единичке. А вот этот товарищ, это немножко другой. Вот ему это не надо нафиг. Upgrade Tower. Тавер. Давай будешь зеленым человечком. Он же нет зелененького. Тогда не зелененький, а вот этот. Upgrade лимит 5. Кост 10. Все. Сохранить. Есть, это наши апгрейды, все, которые есть. И из них мы достаем всю информацию. То есть сейчас нам надо создать
Блин, а что создать? Подожди, надо подумать. А это может, кстати, и сработать. Это может и сработать, если мы у них же общий родитель, там можно через апкаст это сделать. Но привести тип надо будет. Или может даже и не надо будет его приводить тип. Может и надо будет делать. Короче, суть в чем? У нас же есть вот эта фигня. И в этой фигне у нас есть тавердей. Он принимает. За счет этого мы же видим всю эту историю. Но а если мы возьмем и сюда создадим точно такие же эти самые, то есть чтобы он логику подтянул всю, и наведение, и все остальное. Но принимать мы будем не TiverDA, а будем принимать другой тип данных, общий, который идет, это TiverBase DA. Вы поняли? Это же вообще мощь получится. Получается мощь. Получается прям... Тавер, тип. Вот он, TiverDA. TiverBase. Блин, если я сейчас переименую, он же все похерит. Заново вводить. Но это, в принципе, не проблема. TiverBase. BaseDA. И TiverBase. BaseDA. Блин, а ему здесь надо. Он Tiver Button кликет, он принимает TiverDA. BaseDA. Молодец. Принимает TiverDA. Он Tiver Button кликет. Значит, он должен и возвращать его. Он toggle tooltip. Точно такая же история. Так, ну у нас сейчас тут все поотваливалось. А ну давай все. Мы уже в нем. Вот он отвалился. TiverBaseDA. TiverBaseDA. Icon. Да, он знает, что такое icon. То есть тут ему не надо ничего делать. Замечательно. Сейчас отвалилось в тех этих самых вызовах. Вот тут вот Tiver Button Click и прочих. Tiver Button Click. Tiver. Tower Spawn. И Tower Spawn засчитано, он у нас останется. Подключать здесь нам ничего не понадобится больше. TiverBaseDA. TiverBaseDA. Единственное, что TiverBase. BaseDA. Так, вот делаем его. Он принимает здесь именно TiverDA. Это Tiver Spawn. Он обязательно его должен принять. Соответственно, мы делаем следующее. От Tiver U. Tiver TiverDA. Tiver. Ладно, это тут можно и здесь сделать каст.
сюда его передать вот таким вот образом. Это будет. Button click. Да, но он же еще должен понимать. Да-д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 а. Не-н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 е. 'Но с объективной точки зрения, как бы Тавердей делает вот это и делает return. Но с учетом того, что он будет в конце вызов сделан, то ему не надо return. Просто вот таким вот образом мы, кстати, сможем понимать, что мы вообще апгрейд делаем или не апгрейд делаем. Что у нас вообще происходит. Но перед этим лучше сделать его здесь. Тавер апгрейд. Тавер апгрейд. Ноль поинтер. Забыл кое-что. В чем суть? У нас есть наш вот этот клик, но мы-то не знаем, что там, правильно? А за счет того, что у нас разные дата-ассеты, мы вначале берем и предполагаем, что это апгрейд. Но это логичнее, потому что апгрейды мы будем чаще клацать, чем эти самые. Что новые башни мы строим только один раз, потом по башне мы клацаем много раз. Много раз клацаем апгрейды, вот эти вот все и прочее, поэтому мы вначале делаем на апгрейд каст. Делаем на апгрейд, мы ловим, если это апгрейд, мы вызываем, что это триггерим наш делегат, пока еще который пустой, он пока ничего не принимает. Понятно, что он, скорее всего, будет этот апгрейд принимать, но тем не менее. А если нет, то мы берем и кастуем на тавер. Если там он, то мы вызываем его делегат. Все. Как бы все. Таким вот образом мы определили, что у нас чудесным таким образом. Оно само определилось, что у нас что является, это апгрейд или не апгрейд. Это круто. Это круто. Не надо там всякие булы вводить, не надо всякие там янамчики. Прочее. Как удачно получилось-то, а? Как хорошо. Так, наверное, мы сейчас заканчивать будем. Все по 4 часа, по 4 часа. Не как пятерик, шестерик не посидеть. Ну да ладно.
Так, вот они все Ем вареники отвалились. со сметаной. Сметана не хотела вылазить, я надавил немного больше, и вся сметана из пакета вылилась. Теперь это сметана с варениками. Ну, отлично. Молодец, это хорошо, наверное. Апгрейд мы создали. Потом надо в виджеты идти. Вот виджеты все отвалились. А вот у нас тут есть и апгрейды, и таверы. Это что у нас? Это Fire, Fire. Тавер Cold. Тавер Lightning. Угадай, с чем вареники? Тавер с грибами Poison. Со сметаной и картошкой. Не угадал. Да. Так, есть. И нам нужно теперь разные апгрейды принять, слушай. О, это беда. Это беда, потому что мне не нравится, как оно здесь сделано. Мне не нравится, как здесь оно сделано. Виджет. Вот это вот мне не нравится. И я вижу вариант только засунуть его в цикл и в цикле все это проделать. В цикл засунуть. В массив. То есть тавер баттоны, вот эти типа тавер buttons называется array, и тавер upgrade. Upgrades. Белорусы, что будет, если я картошку назову картышка? Они тебе завтра дойдет до Лукашенки. T-Array U Тавер Button Widget указатель. Естественно, это у нас Taver's Buttons Taver Buttons. И второй это Taver Upgrade. Ну, это то же самое, все Taver Upgrade. Посмотрел, удаляя. Видишь, так-то не работает. То есть вот здесь вот мы делаем .add 3, 4, 5. Кстати, а то, что они не ее property, но этот ее property, он же не почистит эти не ее property, правильно? Он же указатели-то оставит. Я не доверяю ему. Я не доверяю ему, не-не-не. Я ему нифига не доверяю. Так, значит, теперь вот это вот. Or. Taver button. Button widget. Taver button widget. Ничего не понял, почему. Я ад написал там. Вместо значит, item.
такая вот история. Только здесь 10 получается, здесь 5, 6, 7, 8, 9, 10. А количество строк-то не изменилось. Количество строк-то не изменилось. Количество строк не изменилось. Но зато теперь мы можем удобно их все скрыть. И не прописывать всю пачку эту. А нам надо будет их скрывать. На инициализации, вот init taver point, он здесь должен будет проверить, если это тавер, если нету, то он вот эту пачку скрывает, ту открывает или наоборот делает. Так вот. И. Ладно, можно и так ведь. И вот это button upgrade. Button upgrade. Что там было? Speed. Speed, да, магия. Upgrade speed damage. Потом вспомнить elemental. И level. Damage, elemental и level. Ctrl-C. Taver upgrade. Taver upgrade buttons.add. 4, да? Да, 3, 4. Удалять. И нам-то надо сделать то же самое. То есть забиндить на все то же самое. Ctrl-C, Ctrl-V. Только для вот этого. Красиво. Какая красивая история получается, представляете? Какая красота. Можно в метод его, конечно, что-то метод я не хочу плодить, дополнительный метод. Так. Значит, если у него тавер есть, то он должен будет для... Тут бы метод сделать, конечно, по-хорошему. Потому что set show hide buttons. Void хочу с show hide. Или toggle buttons. Коли у нас все toggle уже. Тут тоже такая история. Он должен принять в себя bool. Bool be is show. И принять в себя t-array u taver button v, который по указателю, и все это по ссылке. Taver array виджетов типа. Ну, по ссылке понятно, чтобы копию лишнюю не создавать. И что у нас происходит? А происходит у нас следующее. Мы вызываем этот метод toggle buttons array, и в данном случае мы передаем туда, что если тавер есть, то нам нужно скрыть тавер buttons, buttons скрыть, то есть false taver buttons, а вот здесь taver upgrade buttons только true.
True. А если мы... ну и тут дальше... Ну тут else надо поставить. Else наоборот. True. True, а здесь false. И что он делает? А делает он следующее. Он берет вот этого товарища по ссылочке. Делает for. Как там uTower? uTower. Button widget. Item. Set visibility. Select visibility. Yes, select visibility. Дайте подумать. Slate visibility. Если show, то visible. Если yes, slate visibility collapsed. Вообще моща, да. Ну, это чтобы не делать это постоянно, вот эту вот проверку здесь. Это понятно, что можно было сюда его засунуть. Ну зачем нам делать эту постоянную проверку? И все. А еще можно, кстати, применять сразу сюда и принимать вот этот visibility. И не... Тогда надо не этот самый, а типа set buttons visibility. Типа такого делать. А не toggle button. Set buttons visibility. Yes, slate visibility принимать. Потому что вдруг мы разную захотим, другую какую-нибудь задать ему, правильно? Более история интереснее будет. Visibility вот так вот сделаем. Set buttons visibility. Visibility. Большая буква. Еще лучше стало. Collapsed. Visible. Collapsed. И visible. Вроде все отлично. То есть, получается, у нас залетает, он делает их видимыми, невидимыми, и все окей. Ну, проверять мы это будем уже в следующий раз. Сегодня мы сворачиваемся. Такая вот замечательная идея, история. Проще. То есть чуть-чуть вдуплили по итогу, что там с вот этими всеми историями, что куда там как давать, что как вызывать. Это хорошо. Теперь стало мне чуть более понятнее. У нас есть прямой вызов на сервер, у нас есть прямой вызов на клиент. Почему-то я думал, что клиент не существует вызов клиент именно. То есть мы можем с сервера кинуть чуть на клиент, можем с этого. Это великолепно. Это чудесно. Хорошо. Сделали там, починили, теперь наносится урон. Эти башенки разные ставятся. Добавили апгрейд, иконки и прочее там, информация.
отображение и скрытие. Потом надо сделать, чтобы они добавлялись в этот. Математика, короче, все это учитывалось, просчитывалось. И вот как-то так. Вот как-то так. Там, правда, левел еще надо будет у таверов брать. Но это можно сделать в этом. В array хранить весь уровень его там. В виде датассета этого саб-класс, софта, короче. Вот, короче. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, ссылка в описании. И всем